Она была одинокой и подавленной сиротой, которая умерла от переутомления. Но когда она встретила Бога, Он превратил ее в милую молодую девушку, у которой была любящая семья и сверхспособности. Это Мидори, 27-летняя офисная работница, которая идет домой уставшая и сонная. Открыв дверь, она падает на пол и умирает от переутомления. Слезы текут по ее щекам, потому что она понимает, что у нее никогда не было ни друзей, ни семьи. Когда ее душа покидает тело, ей становится еще грустнее. Затем появляется Бог и говорит, что если она поможет ему, то он даст ей новую жизнь. В другом мире под названием Аздалин люди убивают других существ. «Я перевоплощу тебя в этом мире, чтобы ты решила, нужно ли истребить людей. Взамен я дам тебе особую силу. Скажи мне, чего ты хочешь». Она кричит: «Я хочу гладить пушистых животных». Гладить пушистых животных — это то, что успокаивает мое измученное сердце. Бог в замешательстве, поэтому он дает ей особую силу нравиться всем существам, кроме людей, а затем отправляет ее в другой мир. В другом мире есть мирное и тихое королевство, где в доме герцога только что родилась девочка. Ее мама назвала ее Нефертимой. Пока ее сестра говорит, что будет звать ее Немой, папа держит малышку на руках. Нефертима издает свой первый крик и думает: «Значит, я действительно переродилась в этом новом мире». Теперь Нефертиме 3 года. Ее брат Ральф дарит ей цветы. Ее сестра Карна делает для нее красивый фейерверк с помощью магии. У нее также есть добрый папа и красивая мама. Нефертима бежит и чуть не падает, но ее собачка Ди приходит вовремя, чтобы спасти ее. Она обнимает и гладит Ди, и ей нравится проводить время с животными. Она счастливо живет своей новой жизнью, и все благодаря Богу, который дал ей особую способность быть любимой животными. На следующий день мама говорит ей, что пойдет с ней во дворец, потому что ей нужно работать, а дома никого нет, чтобы остаться с ней. Папа работает во дворце, а ее братья и сестры в школе. Поэтому Нима впервые выходит из дома и радуется, что видит людей и что вокруг все спокойно. Она сомневается, что они наказывают других существ, как сказал ей Бог. Во дворце мама спрашивает ее, все ли с ней будет в порядке, если она останется одна. Она отвечает, что да, и накладывает на нее защитные заклинания. Мама просит ее подождать ее там. Через некоторое время ей становится скучно. Она выглядывает в окно и видит летящую птицу. Она выбегает на улицу и кричит птице: «Подожди меня». Она устает и останавливается. Вокруг нее собираются животные. Она радуется, когда одно из них трется о ее щеку. Но тут появляются другие животные с белыми глазами, и те, что были с ней, убегают. Она удивляется. Когда появляется белый тигр, она смотрит на него и говорит: «Какое мягкое на вид животное. Можно я тебя поглажу?» Животное наклоняется к ней и лижет ее щеку. Ей это нравится, и она обнимает его, чувствуя его мягкость, и говорит: «Такая мягкость встречается редко». Но тут белый тигр встает и поворачивается к ней спиной. Она спрашивает: «Можно я сяду тебе на спину?» И он отвечает: «Да». Белый тигр катает ее по саду. Потом она видит парня на дереве. Парень говорит, чтобы она слезла, это опасно. Он спрыгивает с дерева, а белый тигр наклоняется и забирает ее. Она говорит, что отпустит его, но он отказывается. Белый тигр берет ее в зубы и уносит. Она говорит ему спасибо. Парень удивлен. Белый тигр помогает ей. Он спрашивает, где ее родители. Она отвечает, что мама на работе. Он спрашивает, как ее зовут, и она грубо отвечает, что она не из семьи Асуфа. Парень говорит, чтобы она шла за ним, и она садится на белого тигра. Она идет за ним в комнату, он стучит в дверь, открывает ее, и она в шоке видит своего отца. Парень говорит, что она, кажется, потерялась, поэтому я привел ее к вам. Она говорит, что не потерялась. Я пришла сюда с мамой, и когда мне стало скучно, белый тигр играл со мной. Папа обнимает ее и говорит, что ей было скучно, а потом благодарит парня за то, что тот привел ее к нему. Нима в шоке, значит, он принц. Папа просит ее поблагодарить принца, и она кланяется, говоря «спасибо, принц», но все еще злится. Видя это, принц подходит к ней и гладит ее по голове, появляется мужчина. Она думает, что это король, поэтому вежливо здоровается с ним. Он впечатлен и говорит: «Какая хорошая девочка». Он подходит ближе и спрашивает, нравится ли ей белый тигр. Она отвечает, что мы друзья. Он говорит, что он король, и она может снова навестить белого тигра. Когда возвращается мама, она злится. Она спрашивает, почему Нима каталась на белом тигре. Нима отвечает, что мы друзья, и он защитил меня, и я хочу снова его увидеть. Король говорит, что она может прийти. Мама просит ее пообещать, что она не будет навещать белого тигра, если никто не увидит, потому что это священный зверь, обладающий особой духовной магией. Духи используют божественную силу, и он слушал принца только потому, что они были близки. Но Нима сказала, что белый тигр тоже мой друг, и я хочу снова погладить его. Ее мама говорит, что я знаю, но не подходи к нему, если никто не видит. Она отвечает, что все в порядке, и убегает играть со своей собакой. Мама говорит, я не могу поверить, что она подружилась с белым тигром. Папа отвечает, что, возможно, у нее есть какая-то особая сила, благодаря которой она нравится животным. В следующий раз она снова гуляет со своими родителями и поражена зданием, а в школе, где учатся ее брат и сестра, так много людей, что они приходят посмотреть презентацию теста. И ей стало интересно, есть ли поблизости какое-нибудь животное. Тогда мама сказала: «Не заблудись. Держись за мою руку». Их встречает горничная и предлагает присесть и немного поесть. Нима садится первой, и она поражена, увидев эту сцену. Папа говорит, что сцена была создана с помощью магии учителей
учителей, и ученики будут командовать солдатами, которые будут сражаться друг с другом в качестве теста. Ее брата вызывают на бой первым, и его противник выглядит жестким, из-за чего Нима беспокоится, все ли с ним будет в порядке. Эти двое начали командовать солдатами на битву. Ральф и его противник выглядят серьезными. Но в конце концов Ральф побеждает, и его объявляют победителем. Нима и его родители так счастливы, что она бежит обнять своего брата. Он говорит тебе спасибо. Как раз в этот момент она говорит, что я хочу пописать. После этого она выходит из туалета и возвращается к своему брату, который разговаривает со своим одноклассником. Ральф говорит, что я должна пойти с сестрой. Его одноклассник говорит, что пусть за ней присмотрят слуги. Или она будет отговоркой, если я выиграю тебя. Это раздражает Ниму. Она говорит, что мой брат не проиграет. Он отвечает, что она еще ребенок. Ниму кажется, что он грубо разговаривает с ее семьей. Тогда она говорит, что лучше быть ребенком, чем таким дураком, как ты. Он хочет ударить ее, но Ральф пытается его остановить. В этот момент появляется принц, и они здороваются с ним. Затем принц спрашивает, не хочет ли он ударить ребенка. Он отрицает, что нет, говорит принц. Но Ниму прячется. Ральф удивлен, он знает ее имя. Он раскрывает ее. Он помог ей во дворце, когда она потерялась. Это ее раздражает, и она говорит, что не потерялась. Принц берет ее на руки и спрашивает, хочет ли она стать его другом, и что она может приходить во дворец в любое время. Затем она вспоминает белого тигра. Одноклассник Ральфа говорит, что нельзя пускать ребенка во дворец. Принц отвечает, что она нравится королю, так что это не проблема. Принц играет с ее щеками. Затем Ральф говорит, что им нужно идти. Затем он предупреждает одноклассника Ральфа, чтобы тот больше никогда не пытался ее ударить. Тот в шоке и отвечает, что будет осторожен, и уходит. Принц спрашивает Ниму, у тебя черные глаза? Она отворачивается, думая, что у людей в их мире не бывает черных глаз. Она отрицает, что нет, у нее голубые глаза. Она думает сменить тему и говорит, что может называть его Уиллом, но не может произнести это правильно, и говорит Ву, и они оба смеются. Родители Ниму видят принца и кланяются, чтобы поприветствовать его. Он говорит, чтобы они встали, потому что он пришел посмотреть, как студент академии. Тем временем Карна готовится к своему испытанию. Принц говорит, что ее испытание заключается в том, чтобы с помощью магии победить монстра, вызванного волшебным кругом. Испытание начинается, и она произносит заклинание. К ее удивлению появляется дракон, и все шокированы. Нима спрашивает, это и есть монстр. Принц говорит, что нет, это огненный дракон. Такое же особенное существо, как Ларс. Принц спрашивает ее отца, может ли Карна использовать магию огня. Ее отец говорит, что ее магия огня сильна, а магия воды слаба. Принц говорит, что она в опасности, но Карна улыбается, собираясь сразиться с ним. Ее мама тоже готовится к бою, видя, что Карна может пострадать. Нима спрыгивает с принца и перелезает через забор, но с другой стороны что-то помогает ей, и она приземляется на ноги. Она подбегает к дракону с криком «Стой!». Она подходит ближе к дракону и пытается защитить его, говоря «Не трогай его». Все в шоке от того, что видит там ребенка. Затем дракон спрашивает, почему здесь ребенок. Она удивляется, что он может говорить. Затем она говорит ему, что он тоже никого не должен обижать. Он отвечает, что его насильно призвали сюда, но они пытаются напасть на него, игнорируя его слова. Она говорит, что хотела погладить его. Дракон спрашивает, не боится ли она его, и она отвечает, что нет, не боюсь. Он говорит, что это странный ребенок, и наклоняется. Солдаты испугались и приготовились напасть на него, но принц остановил их, и они увидели, как она радостно гладит дракона. Ее семья в шоке от того, что она гладит дракона, и она говорит, это приятно. Все собираются вокруг, наблюдая, как Нима гладит дракона. Принц говорит, что не может поверить, что ребенок гладит дракона и не пострадал от него. После этого дракон говорит ей, что она может позвать его, когда ей понадобится помощь, и он собирается улететь, но она просит его остаться. И он дает ей предмет, с помощью которого она сможет его позвать. Предмет оказывается у нее в руке, и он выглядит странно. Дракон говорит, что она должна всегда носить его с собой, и если захочет, то может его изменить. Она думает, что бы ей хотелось изменить в этом предмете, чтобы носить его с собой. Вспыхивает свет, и предмет внезапно превращается в куклу, о которой она подумала, и она удивляется. Дракон говорит, что этот предмет связывает их мысленно, и она может использовать его магию, чтобы защитить себя. Она благодарит его и спрашивает, как его зовут. Он отвечает «Душа». Она говорит «Меня зовут Нима, приятно познакомиться». Дракон улетает, а она машет ему рукой. Ее семья волнуется, особенно сестра. Она спрашивает, все ли с ней в порядке, и Нима отвечает, что да. Сестра крепко обнимает ее и плачет. Принц тоже гладит ее по щекам и говорит «Я рад, что ты в безопасности». Он поворачивается к ее отцу и просит выяснить, почему появился дракон. Через мгновение Нима и ее родители идут в тронный зал, где находится король. Они кланяются, приветствуя короля. Когда Нима поднимает голову, она с удивлением видит, что в зале собралось много важных людей. Король спрашивает, правда ли, что Нима теперь может использовать силу дракона. Она нервничает. Затем ее отец отвечает, что дракон пообещал помогать ей, когда ей это понадобится. Король спрашивает, не будет ли она использовать это, чтобы навредить нашему королевству. Он кланяется и клянется, что нет. Она боится, потому что ее отец умрет, если нарушит клятву. Входит директор и объясняет, что заклинание, которое использовали в школе, предназначено для вызова обычного монстра, а не огненного дракона. Король спрашивает, как появляется дракон, и директор отвечает, что это воля Бога. Нима потрясена, услышав, что директор говорит о Боге. Король спрашивает верховного жреца, и тот тоже говорит, что это воля Бога.
Драконы появляются, потому что Бог хочет, чтобы король сделал свой народ великим. Нима вспоминает слова Бога о том, что жрецы лгут людям. Но сейчас она не хочет их осуждать, ей хочется погладить животных. Она нервничает, потому что принц смотрит на нее. Он спрашивает, не хочет ли она поиграть с Ларсом. Король тоже говорит, чтобы она пошла и поиграла. Она очень счастлива. Принц говорит Ларсу, чтобы тот поиграл с ней, и тот соглашается. Она радостно хватает его за хвост, и они идут. Нима счастлива, что может побыть с Ларсом, и кормит его с рук. Потом приходят ее родители и другие люди. Ларс улыбается ей. Люди удивляются, что она кормит Ларса с рук. Служанка дает ей салфетку, чтобы вытереть руки. Нима благодарит ее и краснеет. Когда служанка уходит, Нима говорит, что пора почувствовать мягкость Ларса. Он гладит ее по щекам, она ложится на него и засыпает. Пока все смотрят, и ее отец говорит, что она такая милая, когда спит. Остальные удивляются, говоря, что она необычная девушка. Она должна подружиться с огненными драконами, чтобы они принесли нам свое благословение. Жрецы планируют держать это в тайне, но отец Нимы подслушивает. Министр по делам Оливия спрашивает, как она себя чувствует. Она не понимает, почему Ларс ее любит. В этот момент входит главный священник и говорит, что церковь поможет ей. «Мы учим девушек, как говорит Бог». Отец Ларса отвечает, что не хочет этого для Немы, зная, что они учат девушек лжи о словах Бога. Он обещает позаботиться о ней. Затем отец объясняет, что не может отдать ее, потому что она еще ребенок и ничего не знает. Священник чувствует, что он его оскорбляет. Тогда он спрашивает, действительно ли она его дочь. Асфа удивленно отвечает, что ты имеешь в виду? Он говорит, что она не похожа на своих брата и сестру. Ее мать возражает, говоря, что мы поклялись именем Бога, когда она родилась, и нас накажут, если мы не живем. Он отвечает, что, может быть, только отец поклялся, потому что любит тебя. Она отвечает, что там был король. Ты сомневаешься в короле? Он в шоке и молчит. Остальные поддерживают его, говоря, что пусть священник отведет Ниму в церковь. Но король и его жена против. Затем, все еще во дворце, Ларс целует Ниму в щеку, чтобы разбудить ее. Отец говорит ей, что встреча закончилась и все прошло хорошо. Она спрашивает, все ли теперь в порядке. И ее мать отвечает, что да, твоя сила — это воля Бога. Входит король, берет ее на руки и говорит, что она может приходить сюда в любое время. Она рада этому. Принц говорит ей, что во дворце много животных, которые ей понравятся, поэтому он берет ее с собой, и это ее нервирует. Появляется королевский стражник и кланяется, представляясь как Гвин. Она удивлена. Какой красивый парень. Она называет свое имя и говорит, что видела Гвина с королем раньше, что его удивляет. Принц говорит ему, отведи ее в конюшню к дракону. Гвин в шоке и не понимает, зачем он привел ее сюда, но она счастлива. Пока они идут, он думает, зачем я это делаю. Тем временем Нима слышит его, но ей все равно. Она не может дождаться, когда сможет прикоснуться к драконам, и надеется, что Гвин ей поможет. Они встречают парня, который говорит ей, принц рассказал мне о тебе. Он наклоняется к ней, и она чувствует, что он добрый человек, поэтому представляется. Он впечатлен и гладит ее по голове, говоря, я Дэн, капитан драконьей стражи. Гвин спрашивает, почему ты не оделся как королевский стражник? Они спорят об этом, что шокирует Ниму. Стражники говорят, что они всегда так себя ведут с самого детства. Но Дэн говорит, что ему не нужно одеваться как стражнику, когда он с драконами, а Гвин отвечает, нет, ты выглядишь неопрятно. Она хочет подраться и останавливает их. Дэн ведет ее к драконьему загону, предупреждая, чтобы она не трогала их. Некоторые драконы летают, некоторые бегают, а некоторые пьют воду. Она в восторге от них. Летающих драконов называют линбомами, а тех, у которых нет крыльев, линраками. А вот и пастбище. Она говорит, ого, какое большое место. Спрашивает, они не убегут? Он отвечает, нет, у них есть настоящие имена, которые мы им даем. Она говорит, что они такие милые, и Дэн улыбается. Она хочет прикоснуться к драконам, но Дэн говорит нет. Внезапно ее кукла-малышка загорается. Драконы начинают убегать, и все в шоке. Они бегут к ней, и Дэн хочет убежать вместе с ней. Один дракон останавливается и улыбается ей. Она подходит ближе и говорит, тебя зовут Газель. Стражники в шоке, когда она с ним разговаривает. Она поворачивается к ним и говорит, я могу с ним разговаривать, потому что у меня есть вещь, принадлежащая дракону. Она спрашивает, Дэн, можно мне с ним поиграть? И он отвечает, конечно. Она запрыгивает на спину Газели, и та взлетает. Дэн и Гвин с удивлением наблюдают за ней. Она кричит, увидимся позже. Нима очень взволнован. Газель говорит, я чувствую в тебе присутствие огненного дракона. Она отвечает, да, это потому, что у меня есть его вещь. Газель говорит, тогда другие драконы тоже будут тебя любить. Вскоре они оказываются в саду с красивыми цветами, и она кормит дракона. Она начинает играть с драконами. Они тоже говорят, давайте поиграем с ней. Один дракон несет ее на спине в воду. Она говорит, это так приятно. Она брызгает водой на другого дракона, и тот делает то же самое. Потом они начинают играть с водой. Дэн все еще удивлен, что Жизель разрешила ей сесть на спину Газели, потому что он никогда никому не позволял так близко подходить к себе, даже ему. Гвин спрашивает, ты знаешь, что появился огненный дракон? Дэн отвечает, да, я видел, как он летел в тот день, когда появился. Он говорит, что предмет, который есть у Нимы, это магический предмет, созданный только могущественными драконами, поэтому она может с ним разговаривать. Гвин говорит, что редкий предмет делает ее хозяйкой огненного дракона. Двое других драконов в замешательстве, но она всего лишь ребенок. И тут она кричит, я вернулась. Они были потрясены, увидев, что Ларс несет ее на спине, а все драконы следуют за ней. Дэн удивленно говорит, кто эта девочка? Она радостно отвечает,
говорит: «Мне так нравится прикасаться к драконам». На следующий день Дэн идет с Немой в конюшню, чтобы посмотреть на других животных. Появляется конюх, который будет их сопровождать, и они знакомятся с ним. Он представляется ей, говорит, что его зовут Лес, и кланяется. Она чувствует, что он хороший человек, и тоже называет свое имя. Лес удивляется, что она та самая особенная девушка, о которой говорил Дэн, потому что она выглядит обычно, а Нема просит Дэна убрать руку, чтобы она могла идти сама. Дэн рассказывал Лесу, что предводитель драконов разрешил Неме сесть на него верхом, а сам он никогда бы этого не позволил, поэтому он ревнует, потому что чувствует, что ближе к драконам. Тем временем Нема недовольна, что Дэн не дает ей двигаться. В конюшне она поражена, увидев, какая она большая, и восхищается лошадьми вокруг. Лес говорит, что они поедут на лошадях, чтобы обойти конюшню. Она счастлива. Лошадь выглядит грустной, не обращая на нее внимания, когда она говорит ей свое имя. Она издает резкий звук, который удивляет ее и Дэна, но она подпрыгивает и говорит: «Давай поиграем». Лошадь отказывается играть с ней. Тогда она спрашивает, что с ней не так. Лес говорит, что он не любит играть, и снова издает резкий звук. Тогда она понимает, что с ней не так. Она подходит к ней, нежно гладит и говорит, что лошадь любит играть. Но она не любит, когда к ней подходят незнакомые люди. Теперь Лес понимает, что с ней не так. Дэн удивлен, что лошадь может так себя вести. Лес откидывает попону и гладит ее, говоря: «Прости, я не знал, что ты защищаешься». Затем Дэн и Нема садятся на белого коня по имени Хью. Лошади водят их по конюшне. Нема с удовольствием наблюдает за животными, пока они едят. Она видит, как огромный кабан роет землю в поисках еды. Как и маленькие кабанята, он замечает их и бросается в их сторону. Лес говорит, что маленькие кабанята любят играть, но они все равно могут поранить ее. Она пугается, и они начинают быстро убегать, а кабан бежит за ними. Вдруг вожак кабанов останавливается, рычит на них, чтобы они возвращались, и они возвращаются. Нима благодарит его за спасение и улыбается. Позже Лес показывает им вакасов, говоря, что это самые быстрые животные на земле. Она удивляется и кричит: «Я хочу покататься на вакасе». Лес говорит, что нет, они могут двигаться слишком быстро, и ей нужно научиться ездить на них. Она не соглашается и снова кричит: «Я хочу покататься на вакасе». Тогда Лес сажает ее на вакаса и привязывает к нему веревку, чтобы она была в безопасности. Он также учит ее, как держаться, чтобы она не упала во время движения. Она так взволнована, что говорит: «Вакас, беги так быстро, как только можешь». Она не слушает Леса, который говорит, что они действительно могут быть быстрыми. Он удивляется, почему она совсем не боится. Вакас начинает бежать очень быстро, и она пугается, думая, что может пораниться. Увидев это, Лес останавливает ветер с помощью магии. Она удивляется, когда ветер стихает, а Лес говорит: «Извини, я забыл использовать магию, чтобы остановить ветер, прежде чем мы поедем». Она спрашивает, правда ли это. Он заставляет Вакаса бежать быстрее, отчего Нема еще больше пугается. Когда они спустились, она едва могла идти или открыть глаза. Она плачет, жалея, что села на Вакаса. Дан смеется над ней, и она злится. В это время они видят летящую птицу, и Лес свистит ей вслед. Птица сидит у него на руке. Нема в восторге. Это ястреб, которого можно использовать для отправки писем. Она бы тоже хотела такого. Он отвечает: «Да, можешь прийти еще». Сначала она расстроилась, но потом сказала Дэну: «Пойдем посмотрим на вождя драконов». Вскоре Лес встречает своих подчиненных. Они докладывают ему, что из конюшни сбежало редкое животное, но они пытаются его найти. Он говорит: «Иди и приготовься, мы найдем его вместе», и они уходят. Он вспоминает все, что произошло в тот день. От побега животного до того, что лидер конюшни полюбил Нему, и Вакас легко соглашается с его приказами из-за нее. Хотя он и ревнует, он говорит, что сначала должен найти сбежавшее животное. В этот момент появляется Нема, сидящая на потерявшемся животном, а рядом с ней Ларс. Она говорит Лесу, что нашла его по дороге. Когда она возвращалась из драконьей конюшни с Ларсом, Лес понял, что Нема действительно особенная девушка, как и говорил Дэн. Он просит ее, чтобы она говорила ему, если снова найдет потерявшееся животное. Она радостно соглашается и обнимает животное, заставляя Леса ревновать еще больше, и он жалеет, что у него нет такой силы, чтобы животные любили его, как Нему. В доме Немы ее день рождения, и родители просят ее загадать желание. Она говорит, что хочет поехать в город. Папа в шоке, говорит, что это небезопасно. Его жена говорит, что с ней все будет в порядке, если кто-то поедет с ней. Нема говорит: «Позвольте мне поехать с сестрой». Но папа отказывается. Тогда его жена просит слугу поехать с ними. Тогда папа соглашается, что с ним они будут в безопасности. В городе они идут на рынок, чтобы купить что-нибудь. Нима так рада, что впервые приехала в город. Она восхищается людьми и всем вокруг. Город выглядит таким красивым. Ее сестра тоже рада поехать в город с ней. Она бежит и говорит: «Пойдем купим что-нибудь», и они идут за ней. Она дает ей немного денег и говорит, что можно купить на них. Затем она сама идет в магазин с индейкой. Она возвращается туда, где ее сестра и слуга, и дает каждому по индейке. Одну она отдает Дэю в подарок на день рождения, а слуга предлагает помочь ему очистить индейку от костей. В этот момент она чувствует приятный запах. Это закуска. Слуга говорит, что это называется пепе. Она быстро
быстро бежит за 3 штуками. Продавец говорит, какая милая девушка. Если вы купите 20 штук, то получите 3 бесплатно. Она просит сделать ей 4, чтобы она могла дать Дэе 2. Продавец соглашается, говоря, что 24 штуки стоят 1 монету. Она покупает их и возвращается к сестре. Карна говорит, что это слишком много, но она отвечает, что купила немного для папы и мамы. Впечатленная, она крепко обнимает ее и говорит: «Ты такая милая девочка». Ей становится неловко, и слуга говорит ей быть осторожнее, а она извиняется. Позже они заходят в кафе, куда ее сестра заходит каждый раз, когда приезжает в город. Там сидят девушки и зовут ее по имени, и она здоровается с ними. Она говорит им, что приехала с сестрой, чтобы купить что-нибудь в городе. Одна из них говорит, что слышала о ней. Она не похожа на своих родителей, и у нее черные глаза. Ниме стало от этого не по себе, но ее сестра ответила, что они просто дураки, раз не видят, какая Нима замечательная. Потом она сказала, что не может дружить с людьми, которые оскорбляют ее сестру, и ушла вместе с Нимой. Она была рада, что сестра заступилась за нее. Дома Карна спросил, не устала ли она, но она ответила, что все в порядке, и она все еще счастлива из-за того, что произошло в кафе. Она заходит в свою комнату и видит, что ее отец и брат кричат: «С днем рождения, Нима!». Они устроили для нее вечеринку-сюрприз. Там же была королевская семья. Она была в шоке, потому что не ожидала этого. Король сказал, что все прошло хорошо, потому что она явно была удивлена. Она была так тронута, что заплакала. Король сказал: «О, мы довели маленькую принцессу до слез». Принц подошел к ней и сказал: «Ты такая некрасивая, когда плачешь». Она сказала: «Заткнись», и он улыбнулся. Его отец сказал: «Давайте все поедим, чтобы вечеринка продолжилась». Королева подарила ей подарок, и она открыла его. Там было ожерелье с волшебными камнями. Она была удивлена, увидев подарки. Все, кого она встретила во дворце, подарили ей одежду, обувь, шляпу. Дэн тоже подарил ей заколку для волос из чешуи дракона. Он сказал, что это из следующей чешуйки, которой драконы не подпускали людей, но разрешили ему, потому что он был с ней. Она была в восторге и сказала, что погладит их, когда они встретятся. Лес подарил ей птицу-громовержца, самую сильную и умную птицу. Он посадил ее Ниме на плечо, и она восхитилась, сказав, что птица такая пушистая. Он напомнил ей, как она восхищалась ястребом в тот день, но он был слишком большим, и она решила оставить себе птицу-громовержца. Она получила еще много подарков. Она любит письменные принадлежности, поэтому не забывает заниматься. Она говорит, что это лучший день рождения в ее жизни. Ночью она вспоминает, как прошел ее день. На плече у нее сидит ястреб. Потом она понимает, что не дала ему имя, и называет его Нокс. Она говорит: «Давай будем друзьями». На следующее утро Нокс летает в небе, а когда Нима зовет его, он садится ей на руку, что впечатляет Дэна и Леса. Лес предлагает ей снова потренироваться с ним на следующий день. К сожалению, ей нужно начинать заниматься, и у нее не будет на это времени. На следующий день Нима уже начала читать, когда Марджес привела ее учительницу и сказала: «Сегодня ты начнешь заниматься с ней». Учительница представляется: «Меня зовут Анна». Она восхищается ее макияжем, одеждой и прической, говоря, что она настоящая леди. Она счастлива, что такая леди будет ее учительницей, а Марджес уходит, чтобы приготовить чай. После того, как Анна говорит, что сначала научит ее манерам, потому что Марджес сказала, что она неуважительно обращается к родителям, Нима молча кивает, не отвечая. Потом она бьет ее. Нима смотрит на нее с гневом, потому что та ее ударила, не обращая внимания на выражение ее лица. Анна говорит, что она должна вести себя как благородная леди. Марджес входит и думает, что они поладили. Нима уже не взлюбила ее, но не могла сказать ей это в лицо. Она бьет ее каждый раз, когда учит, и заставляет плакать, как ребенка. В любом случае, Анна рада, что Нима становится лучше. Она научила ее брата и сестру, и теперь у них все хорошо. Она говорит: «Я тоже научу тебя, чтобы ты стала такой, как они». Ночью она чувствует себя очень слабой и думает, что Анна, наверное, также била ее брата и сестру, когда учила их. Она хотела рассказать об этом отцу, но знала, что он может поссориться с Анной и запретить ей учить ее. Тогда она сказала Ноксу: «Я найду способ, чтобы она больше меня не била». На следующее утро Анна снова отругала ее, но она просто улыбнулась и сказала: «Спасибо, что научила меня». Сначала она удивилась ее поведению, но ответила: «Хорошо, что ты поняла». А сама она просто притворялась, что улыбается, чтобы избежать новых побоев. В тот день она учила ее, но не била. Вечером, когда она пришла домой и поела, Нима ушла, не помыв за собой тарелку, что было на нее не похоже, и все забеспокоились. Ее мама пошла за ней и спросила, не заболела ли она, чтобы вызвать врача, но она сказала, что с ней все в порядке. Когда мама настояла на вызове врача, она убежала, сказав, что с ней все в порядке. Неожиданно Ральф поймал ее и разозлился, но сказал, чтобы она отпустила ее. Он улыбнулся и сказал: «Подумай, что ты скажешь маме». Она не знала, что мама стоит перед ней, и была в шоке. Мама сказала, что знает, что Анна ее бьет, и спросила, почему она не рассказала ей. Она ответила, что нужно ладить с Анной, хотя на нее трудно произвести впечатление, но можно бросить ей вызов, если хорошо ее узнать. Она слушала, как мама советовала ей учиться у Анны, потому что это лучший способ произвести на нее впечатление. Она спросила: «Я правда смогу с ней поладить?» Мама подмигнула и сказала «да». Ральф сказал: «Я тебе помогу». Он взял ее за руку и согрел магией, и ей стало тепло и легко. Он говорит, что снова вылечит ее, если она почувствует слабость, но не будет вмешиваться в ее отношения с Анной, чтобы она могла научиться быть благородной леди. Она краснеет. Мама говорит, что мы не расскажем папе, так что иди и вызови Анну на бой. Она улыбается и говорит «да».
Через год, когда она живет в том же доме, она уже так многому научилась, что папа удивляется. Он говорит: «Не могу поверить, что ты так многому научилась всего за год». Она отвечает: «Спасибо, мадам Анне». Хотя Нима снова восхищается ею, она чувствует, что с ней что-то не так, и спрашивает, почему. Потом она вспоминает, что мама говорила ей: «Узнай ее получше». Она решает расспросить Пола о ней. Пол дает ей книгу и говорит, что узнал, что некоторые из ее родственников были священниками, и это напоминает ей о священнике, которого она видела во дворце, который лгал о словах Бога. Она предполагает, что поэтому она чувствует себя не в своей тарелке. На следующий день, когда Анна учит ее, она спрашивает, почему в соседнем городе засуха. Анна говорит, что засуха приводит к нехватке еды, поэтому они просят помощи у короля в церкви. В конце концов, король и 2 другие страны помогли. Она спрашивает, почему церковь не помогла, и Анна отвечает, что они верят, что город прогневил Бога. Если они помогут, это будет против воли Бога. Она спрашивает, уверена ли она, что засуха — это воля Бога. Анна отвечает, что Бог показывает их священникам, что они прогневили его. Она снова спрашивает, почему Бог убивает людей засухой и голодом. Анна отвечает, что в их городе держат людей-зверей, и, возможно, они тайно делают что-то плохое. Она слушает и спрашивает, встречала ли она кого-нибудь из города. Она говорит, что нет, они могут быть пугающими. Теперь она понимает, что Анна не уверена в этом. Она просто верит тому, что говорит священник. Разозлившись, она называет Анну грубой за то, что та верит, будто город прогневал Бога. Она чувствует себя оскорбленной, очень раздраженной, поднимает трость и бьет Анну, оставляя след на ее левой щеке. Нима, которая всегда чувствует, что это неправильно, бросает ей вызов. Она повышает голос и говорит: «Я не хочу быть такой, как ты, которая плохо отзывается о людях, которых не знает». Анна выглядит растерянной. Смутившись, она говорит: «Давай больше не будем об этом говорить. В конце концов, мы же леди». Нима отвечает: «Я не хочу говорить о моде и шопинге, как другие леди. Мужчины говорят о таких вещах. Ты хочешь, чтобы я молчала, как кукла среди них?» Анна говорит, что ты можешь просто кивать, когда они говорят. Она не согласна, говорит, что это грубо не отвечать. Она спрашивает, как леди разговаривают с мужчинами. Теперь она слишком растеряна, чтобы думать, поэтому выбегает из комнаты. Нима кладет голову на стол и улыбается. Она чувствует, что бросила ей вызов, и теперь больше не будет ее бить. Она подходит к окну и зовет Накса, чувствуя себя хорошо, когда гладит ее. Позже ее отец очень злится, когда видит след на ее щеке, но Нима говорит ему, что с ней все в порядке. Тем не менее, он предупреждает Анну, чтобы она больше ее не била. Анна извиняется и говорит, что она может продолжить ее учить. Она учит ее другим вещам, например, музыке и шитью. Ниме нравятся уроки, и у нее есть время, чтобы сходить на конюшню и поиграть с лошадьми, а потом покататься на них вместе с лесом. В следующий раз, когда они приходят к ней домой, папа говорит Ниме, что теперь, когда ей исполнилось 5 лет, он возьмет ее с собой в путешествие на север, где живет ее семья. Он говорит, что она увидит и узнает много нового. Она радуется и говорит, что хочет поехать. Вскоре они стоят во дворце в комнате, где с помощью магии перемещаются, стоя на магическом устройстве. Папа говорит: «Мы готовы», и устройство активируется, загорается свет. Он кричит Арсента, и свет гаснет. Нима удивлена, потому что вокруг них ничего не изменилось. В этот момент появляются 3 мужчин и говорят: «Добро пожаловать». Старик говорит: «Я лорд-посредник». Они подходят ближе, и она представляется. Он впечатлен и говорит: «Добро пожаловать в Арсенту». Они подходят к двери, и она спешит открыть ее. Она видит лошадей и падающий снег и говорит: «Ух ты». Она выходит на улицу, и ее заносят снегом. Папа берет ее на руки и с помощью магии согревает. Он говорит, что ей нужно одеться потеплее, чтобы не простудиться. Она надевает носки и пальто и чувствует себя очень тепло. Папа говорит, что теперь они могут продолжить путешествие на карете. Пока они едут, она очень взволнована. Позже ей снится, что она играет с пушистыми животными вместе с папой. Они приезжают в город. Когда она просыпается, папа рассказывает ей о городе, говоря, что, несмотря на сильный холод, урожай выживает, и каждый регион находит способ приспособиться к холоду. Она мечтает, чтобы в городе было много вкусной еды и редких животных. Они приезжают в дом мэра города. Тот благодарит их за то, что они приняли их в своем доме. Здесь не бывает холодно, и она удивляется этому. Ей нравится еда, которую им подают, и она говорит, что это очень вкусно. Шеф-повар рад, что ей нравится, и подает ей добавки. Затем ее отец говорит, что завтра они идут в лес, и она пойдет с ним. Он говорит, что люди говорят, что в лесу водятся монстры, и он хочет пойти и посмотреть сам. Он просит ее позвать драконью душу. Она удивляется и спрашивает, что ей сказать ему. Отец говорит, что Сол много знает о монстрах и может быть их проводником. Она радостно отвечает, что спросит его. Затем она звонит Солу. Он отвечает, и это ее радует. Она объясняет, что путешествует здесь со своим отцом, где монстры убивают людей. «Ты знаешь?» — спрашивает он. Отец говорит, что это игольчатый и морозный лес. Сол спрашивает, какие там монстры, и упоминает гоблинов, кобольдов и иногда морозных пауков. Она рассказывает отцу, что Сол говорит, что монстров там быть не должно. Отец удивляется и собирает рыцарей города. Они спрашивают, почему в городе появились монстры. Отец удивляется, когда Нима говорит, что это может быть дело рук Бога. Она думает, что Бог хочет, чтобы она что-то сделала, но не может сказать об этом отцу. Он соглашается и говорит, что тоже так думает. «Завтра мы пойдем в лес». В Арценте, в доме мэра, Нима готовится к походу в лес с несколькими рыцарями и своим отцом. Отец благодарит мэра за гостеприимство, а она берет защитный кулон и нож, чтобы использовать их в походе. В этот момент к ней подлетает Нокс и садится ей на руку. Она говорит ей: «Пойдем с нами в лес».
Папа предупредил, чтобы мы были осторожны, когда доберемся до леса. Сейчас нас ведет старик, который много лет охотится в этих местах. Через некоторое время папа говорит: «Давайте отдохнем». Старик говорит, что теперь можно поесть. Вдруг они слышат шорох возле дерева и пугаются. Один солдат подходит ближе к дереву, срезает его и видит рядом кролика. Он оборачивается и говорит: «Это просто кролик». Нима подходит к морю и удивляется, почему он не двигается. В этот момент кролик улетает. Она удивлена, что кролик убежал от нее. Рыцарь говорит: «Пойдемте». Если они почувствуют запах крови кролика, могут прийти монстры. Она думает, что кролик ранен, и бежит искать его. Папа зовет ее, но она не обращает внимания, говоря: «Извини, папа, я не могу оставить кролика в беде». К счастью, она находит его. Кролик смотрит на нее, когда она подходит ближе. Затем он прыгает ей в руки. Она думает, что он может ее укусить, но он улыбается ей. Потом она думает, что кролик убежал из-за темноты. Она рада, что животные все еще любят ее. Вдруг она слышит звук. Она поднимает глаза и видит паутину, которая ее опутывает. Рыцарь, который ищет ее, видит ее кошку. Когда она открывает глаза, то видит множество монстров. Это гоблины, и она очень напугана, когда один из них подходит к ней. Она думает: «Теперь у меня большие проблемы». Он пытается забрать у нее кролика, но она отказывается, говоря: «Не ешь его». Он останавливается, и она думает, что он ее слышит. Затем она спрашивает: «Зачем ты меня сюда привел?» Гоблины просто смотрят на нее, а она говорит, что они милые. Но потом вспоминает, что они монстры. Они уводят ее в пещеру. Тем временем все ищут ее. Старик узнает, что ее похитил монстр, и папа очень расстраивается. В пещере Нима в шоке, увидев там двух таких же, как она, детей. Они спрашивают, не поймали ли ее монстры. Она отвечает, что да. Девочка говорит, что их тоже поймали. Нима называет свое имя, а мальчик говорит, что его зовут Пина, а сестру Нино. Он говорит, что с ними были еще взрослые, но они где-то в другом месте. В этот момент Нима зовет Саула на помощь и говорит, что ее похитили гоблины. «Я в пещере с другими людьми. Мне нужно сбежать вместе с ними. Можешь ли ты победить гоблинов с помощью магии огня?» Саул говорит, что если я нападу на них, огонь может задеть тебя и остальных. Саул предлагает ей использовать магию, чтобы сразиться с ними. Она испуганно отвечает, что у нее нет магии. В этот момент у нее в животе урчит, и это удивляет Пина и Нино. Она говорит, что извиняется, но ничего не может поделать, потому что голодна. У Нино тоже урчит в животе, и Нима понимает, что тоже голодна, но стесняется в этом признаться. К ее удивлению, у Пина тоже урчит в животе, и они с Нино смеются. Нима решает найти способ раздобыть им еды. Она отдает кролика Нино. Затем она поворачивается, чтобы уйти, а они смотрят ей вслед. Неожиданно она встречает на своем пути гоблина, и они оба в шоке. Она говорит ему, что они голодные. «У тебя есть что-нибудь поесть?» Гоблин достает из сумки фрукт, и это ее удивляет. Она берет его и ест. На вкус он горький, и она плачет, говоря, что у нее странный вкус во рту. Гоблин снимает кожуру с фрукта и снова дает ей его попробовать. На этот раз вкус сладкий, и она довольна. Вспомнив Пина и Нино, она просит у монстра еще, и он дает ей. Она думает, как бы ей снять кожуру с фруктов. Потом вспоминает, что у нее есть нож. Она чистит фрукты, а гоблины смотрят. Один из них делает то же самое, но с помощью дерева. Она говорит: «Давайте еще почистим». И не успевает она опомниться, как они становятся друзьями. Она думает, что ее сила действует и на монстров. Теперь она вспоминает, что папа будет ее искать. И если он найдет гоблинов, то убьет их. Она спрашивает: «Почему вы здесь?» Один из них отвечает, но она не слышит его, только какой-то звук. Она прислушивается и с удивлением видит огромного говорящего гоблина. Огромный гоблин спрашивает маленьких гоблинов, почему она здесь. Он говорит им, чтобы они больше не приводили сюда детей. Тогда Нима смело говорит: «Подождите, у меня есть вопросы. Вы их вожак?» Он отвечает: «Да». «Почему гоблины забирают детей?» Он говорит: «Потому что гоблинам нравятся дети, и они просто пытаются защитить вас и других детей». Она удивляется, почему они поймали ее, хотя она даже не потерялась. Поэтому она снова спрашивает: «Почему вы нападаете на людей?» Он отвечает, что они делают это, чтобы выжить. Она спрашивает: «Вас здесь раньше не было? Почему вы пришли сейчас?» Он объясняет, что люди выгнали их из дома, и поэтому они пришли сюда. И не только они, но и другие монстры, такие как орки, огры и другие. К сожалению, слабые монстры погибают в пути, а остальные продолжают бежать, чтобы выжить. Она разочарована, что это вина людей. Она думает, как защитить всех остальных. Она спрашивает: «Ты хочешь наказать людей за то, что они сделали с тобой?» Вожак отвечает: «Нет, просто хочу вернуться домой». Они хотят вернуться в лес, который считают своим домом, и жить там нормальной жизнью. Она чувствует, что им не стоит жить в этом лесу, и думает, что было бы лучше, если бы все монстры жили вместе. Она просит вожака подойти. Он наклоняется, и она шепчет ему на ухо. Потом она спрашивает, что он думает. Он спрашивает, можно ли убивать людей. Она отвечает: «Да, если это борьба за выживание». Она говорит, что отец будет искать ее и может убить гоблинов, если увидит их. Она говорит, что нам нужно придумать, как его остановить. В пещере ее друзья с удовольствием едят фрукты, которые она принесла. Они спрашивают: «Мы можем выбраться отсюда?» Она отвечает: «Да, гоблины согласились нас отпустить. Мой отец уже в пути. Он поможет нам, если мы убежим». Нино спрашивает, зачем нам убегать. Разве мы не можем просто подождать его здесь? Когда она говорит, что хочет спасти гоблинов, они оба удивляются. Она говорит, что отец убьет их, если войдет в пещеру, но у нее есть план, как его переубедить. Она просит Нино и Пина притвориться, что их преследуют монстры. Тогда отец найдет
ждет их снаружи пещеры, и у нее будет возможность поговорить с ним первой. Пина говорит: «Нет, мы не можем так поступить. Я не могу подвергать Нину опасности». Она обещает защитить их с помощью магии, но он все равно говорит, что это будет опасно для нее. Тогда Нино говорит, что она сделает это, потому что это спасет всех. Он говорит Пина, что Нима делает это ради них, хотя она младшая и уже сказала, что с ними все будет в порядке, давайте ей доверимся. Нима так счастлива и обнимает ее. Тогда Пина тоже соглашается помочь. Отец и остальные видят пещеру и собираются войти. Он говорит им, чтобы они позаботились о безопасности Немы. Нино и Пина зовут на помощь, когда монстр бежит за ними. Сначала они прячутся. Отец приказывает солдатам спасти их. Она говорит, что отец спасет их, используя магию души. Пина и Нино бегут, пока не видят рыцарей и не бросаются к ним, чтобы гоблины убежали обратно. Отец говорит рыцарям, чтобы они шли за ними. Нима чувствует, что они не захотят сразу напасть на пещеру, потому что подумают, что там люди. Гоблины забегают в пещеру, и появляется их предводитель. Рыцари в шоке, увидев огромного гоблина. Он говорит: «Уходите, люди». Отец использует магию огня. Нима потрясена, увидев его таким. Он говорит: «Верни Ниму нам», и бросает огненный шар в предводителя гоблинов. Однако монстр не пострадал, потому что Нима защищает его магией души. Отец понимает это и говорит: «Выходи, Нима, я знаю, что ты там». Она спрашивает отца: «Ты снова будешь использовать магию огня?» Отец отвечает: «Нет». Тогда она выходит и говорит: «Простите меня». Отец говорит: «Иди, обними меня». Она подбегает к нему, и он берет ее на руки. Отец подает знак рыцарям атаковать монстра. Она понимает это и быстро приказывает Саулу защитить его. Так он остается в безопасности. Она спускается и пытается защитить его. Она говорит: «Я не позволю тебе его убить». Отец спрашивает, почему. Она отвечает, что люди виноваты в том, что они здесь, потому что они их преследуют. Она умоляет отца послушать ее, и он соглашается. «Хорошо, если ты настаиваешь, я оставлю их в покое». Она так рада это слышать. Потом она спрашивает Пина и Нино, все ли с ними в порядке, и они отвечают: «Да, все хорошо». В этот момент появляется Нокс и кричит в небо. Она понимает, что Нокс пытается сказать ей, что поблизости опасность. Она видит красные глаза и вспоминает, что отец говорил, что в лесу водятся опасные монстры. Она просит душу дать ей свет, чтобы видеть. Отец и рыцари окружают ее. Появляется монстр. Нино напуган. Отец говорит, что это ледяной паук. Все стоят и смотрят на него. Паук смотрит на них. Отец просит Ниму подойти к нему, чтобы она была в безопасности. Странно, но она чувствует, что паук паникует и голоден. Она не понимает, почему он такой. Предводитель гоблинов подходит к ней, и Нима хочет пойти за ним, чтобы помочь. Но отец останавливает ее, говоря, что он сам справится. Паук нападает на него, но он уворачивается и наносит удар. Бой становится серьезным, и Нима начинает нервничать. Паук разбивает камень и дерево. Он хватает ее за шею. Паук отталкивает его, и у него изо рта вытекает зеленая жидкость. Затем он взлетает, что всех удивляет. Паук смотрит, как он падает на нее, сжимая кулак, чтобы ударить ее. Он падает на нее и разбивает ей голову. Предводитель гоблинов с трудом отпрыгивает в сторону. Он думает, что победил, но паук не умер. Он смотрит, как она взлетает и приземляется на него. Нима беспокоится, что ее отец может сжечь их, если лидер гоблинов проиграет, и они не смогут напасть на людей. Теперь только самые сильные из них выживут. Она в шоке, когда видит, как из раны на теле гоблина течет кровь, и он пытается поднять паука. Он продолжает попытки, пока не поднимает его и не отбрасывает в сторону. Он тяжело дышит и говорит, что это благодаря магии души, которую наложила на него Нима. Затем в небе появляется свет, и она чувствует, что паук снова паникует. Она не понимает, почему так происходит. В этот момент свет падает на ее руку, и паук поворачивается к ней и говорит: «Помоги мне защитить моего малыша». Паучок начинает двигаться, и Нима понимает, что он паникует, потому что голоден. С тех пор, как гоблины пришли в лес, он не может найти себе еду. Нима плачет, понимая, что тоже страдает из-за гоблинов. Она подходит к нему, опускается на колени и молится Богу, чтобы он позволил ей жить в мире. Если она попадет в новый мир, ее отец подойдет к ней. Она говорит ему: «Теперь я понимаю, что только самые сильные могут выжить на войне, и я ничего не могу с этим поделать». Отец обнимает ее. Она жалеет, что не смогла спасти его. Она плачет и сожалеет, что не попыталась. Все удивлены, что она плачет, потому что паук умер. Теперь Нима полна решимости стать сильнее, чтобы помогать всем живым существам жить счастливо там, где они должны быть. Ее отец говорит ей успокоиться и вытирает слезы. Внезапно тело лидера гоблинов начинает светиться. Все в шоке и прячут лица. Свет гаснет, и когда они смотрят, он превращается в взрослого мужчину с рогами. Они действительно потрясены, увидев его. Папа говорит, что он, должно быть, эволюционировал, и она пытается понять, что это значит. Он тоже в замешательстве. «Папа», спрашивает он, «ты гоблин-людоед?» Папа отвечает утвердительно. Нима говорит, что спросит об этом Саула. Сауль говорит, что гоблин-людоед — самый сильный тип гоблинов, поэтому он не может эволюционировать. Она в замешательстве, спрашивает, почему он похож на человека и у него рога. Сауль говорит, что знает только одного Ани, который живет в Ваджите, и у которого человеческое тело и рога. «Я сам приду завтра посмотреть на гоблина». Внезапно папа понимает, что гоблин-лидер голый. Он закрывает Ниме глаза и говорит рыцарям, чтобы они дали ему одежду. Она подходит ближе и просит его наклониться. Она помогает ему застегнуть рубашку, а потом обнимает его и говорит спасибо за то, что спас нас. Папа злится и говорит, чтобы она отошла от него. Она отходит назад, а маленький паук ползет к ней. Она наклоняется и спрашивает: «Пойдешь ли ты со мной
мной или останешься здесь, в лесу». Она прыгает на него и кивает. Она восхищается им и называет его Грация, что означает «спасибо», говоря, что «твоя мама делает меня сильнее». У него на лбу появляется светящаяся метка. Они все еще в лесу. Наступает утро. Нима умывается водой и, чувствуя себя хорошо, вытирает лицо маленьким полотенцем. Затем она слышит, как лидер гоблинов приказывает другим гоблинам собрать части паука. Она подходит к нему и спрашивает, освободит ли он спрятанных здесь взрослых людей. Он отвечает утвердительно. «Они нам не нужны». Она радостно благодарит его. Пина и Нино выходят из пещеры и здороваются с ней. Она пытается снять с Пина голову, но та говорит, что не нужно беспокоиться. У Нино снова урчит в животе, показывая, что она голодна. Затем Нима говорит им, давайте пойдем позавтракаем там. Однажды вечером она приносит кролика к себе и говорит, что ему уже лучше. Она поблагодарила его, пораженная тем, что исцеляющая магия рыцаря сработала безукоризненно. На кролике ее папа подходит к ней и говорит, «Нима, ты такая умная. Ты знаешь, как ухаживать за домашними животными, но ты не можешь оставить этого кролика у себя. Он может выжить только в лесу, потому что он дикое животное. Ты знаешь, это похоже на то, как капля воды влияет на воду. Это повлияет на наш мир, если ты заберешь его домой. И это может многое изменить в нашем мире, потому что ему там не место. Эти вещи могут в конечном итоге повлиять на нас, поэтому нам нужно быть осторожными и не делать того, что может изменить естественный ход вещей». Нима поражена и думает, что у нее уже есть все, что ей нужно. Ее папа всегда рядом с ней, и вдобавок ко всему она может использовать магию души. Она отпустила кролика, сказав, что мы поиграем в следующий раз. Она помахала ему рукой, думая, что ей будет одиноко. И тогда Нокс устроился у нее на голове. Затем она поняла, что у нее есть детеныш паука, и убрала его, что повергло ее отца в шок. Он спрашивает, зачем ты держишь монстра. К ней подходит предводитель гоблинов и спрашивает, знает ли она разницу между животными и монстрами. Она отвечает, что да, именно так они и думают, о чем Дэн уже говорил ей раньше. Предводитель гоблинов удивлен и спрашивает, так ли люди думают о монстрах. Затем он объясняет, что монстры похожи на неполноценных животных, и именно поэтому большинство из них слабы. Он говорит, что монстры могут стать сильнее только в том случае, если их назовет кто-то могущественный, так как у паука тоже есть имя, которое делает его могущественным. Между тем, такой монстр может использовать магию. Она спрашивает, как тебя зовут, а он отвечает, у меня его нет. Нима в шоке и говорит, но ты же сильный. Паучок ползет к нему на плечо. Он говорит, что у него на лбу метка, значит, у него есть имя. Нима говорит, что назовет ее Грейс. Папа говорит, что раз ты ее назвала, то мы заберем ее домой. Она радостно забирает ее у него. Однажды ночью она говорит папе, что они готовы уйти, и он говорит, пойдем. Перед уходом Нима просит Соула наложить защитное заклинание. Вождь гоблинов предупреждает их, чтобы они не выходили, потому что его там не будет, чтобы помочь. Они машут ему на прощание, когда он уходит. Наконец они в деревне, и жители деревни их приветствуют. Папа спрашивает, откуда родом Пина и Нино, и они отвечают, что из Эрегии. Он говорит, что они отвезут их туда в целости и сохранности, и показывает на двух слуг, которые пойдут с ними. Нима просит их быть осторожными. Нино выглядит грустной, потом шепчет что-то на ухо Пина. Пина спрашивает, ты сама ей скажешь? Она нервничает, пока говорит, и Нима спрашивает, что она хочет сказать. Пина подталкивает Нино к ней, но она все еще стесняется говорить. Она поворачивается к ней и вдруг говорит, почему бы тебе не приходить иногда к нам поиграть? Она обнимает ее и говорит, я приду. На следующий день она очень рада видеть Соула. Она обнимает его, пока ее папа и рыцари смотрят. Она гладит его, пока он говорит с ней о вожде гоблинов. Но она не слушает. Ей хочется спать на Соуле. Соул зовет ее. Она пугается и падает с него. Вождь гоблинов подходит, чтобы ее поднять. Тогда Соул говорит, что он не они, потому что он видит духов. Он показывает ей свою руку, и на ней появляется два светящихся жучка. Он спрашивает, как ей пользоваться. Сьюл говорит, что научит его. Она удивляется, что он может использовать в качестве мишени. Однажды ночью он использует свою магию, чтобы создать глиняную куклу, которую будет использовать в качестве мишени. Нима поблагодарила его. Она просит лидера гоблинов победить эту куклу. Все в шоке, когда она полностью разваливается. Саул говорит, что лидер гоблинов просто приказал духу огня внутри него победить глиняную куклу. Она спрашивает, может ли он разговаривать с другими духами. Он кивает и говорит, что использует магию духов ветра, воды и земли. Она говорит, что это пригодится для их плана. Ее отец подслушивает и спрашивает, какой план. Она говорит, что хочет, чтобы люди и монстры жили в мире. Ее отец поражен и говорит, что поможет ей. Затем она придумывает имя для лидера гоблинов и говорит Шинки. Она в шоке, когда у него на лбу появляется светящаяся метка. Ее отец волнуется, и она говорит, что не хотела давать ему имя. Саул говорит, что теперь у нее есть еще слуги. Она думает, что Богу нравится, что она становится сильнее. Она говорит Шинки, извини, я дала тебе имя, не спросив тебя. Лидер гоблинов кланяется и говорит, я и другие гоблины будем твоими слугами, и поскольку ты дала мне имя, ты моя госпожа. Она сомневается, правильно ли это, но ей приятно, что он рядом. Дома у мэра Нима говорит отцу, что хочет найти новое место для всех монстров, потому что большинство из них потеряли свои дома, и они смогут поселиться на горе, где никто не живет. Когда их станет много, можно будет использовать их как тренировочную площадку для искателей приключений, и они смогут тренироваться вместе, не причиняя друг другу вреда. Она спрашивает папу, что он думает. Он говорит, что монстры могут убить людей. Она отвечает, что им всем придется сражаться, чтобы выжить. Он говорит, что подумает, что можно сделать. Она благодарит папу и думает, где поселить монстров.
В следующей сцене папа говорит, что они собираются в соседний город, и с ними пойдет лидер гоблинов, потому что его магия духа будет полезна. Он говорит, что беспокоится о других гоблинах и предлагает использовать магию духа, чтобы защитить их. Нима может назвать самого сильного гоблина, чтобы он защищал пещеру с помощью духов. Он говорит, что Нима теперь их повелительница, потому что она дала ему имя, но она просит не называть ее повелительницей, а леди. Он соглашается. В следующей сцене они в пещере с самым сильным гоблином после лидера. Нима удивлена, что это девушка, и та начинает говорить. Лидер гоблинов говорит, что она тоже может эволюционировать, как и он, после нескольких охотничий. Она представляет, как будет выглядеть, если эволюционирует. Она берет ее за руку и придумывает ей имя. Потом она спрашивает, что тебе нравится. Она оглядывается и указывает на цветок. Потом она называет ее Сузука в честь цветка. Она повторяет имя, и на лбу у нее появляется метка. Потом приходит гоблин и берет лидера гоблинов за руку. Он кланяется Ниме и просит, чтобы она дала имя этому гоблину. Сузука говорит, что он слабый. Нима спрашивает, зачем ему имя. Гоблин-вождь отвечает, что ему нужно быть сильным, чтобы защитить свою семью, но он слаб и не сможет стать сильным, даже если его назовут. Ей жаль его, и она говорит, если ты сдержишь обещание, я дам тебе имя. Ты должен убить гигантского кабана до того, как я вернусь. Я знаю, что ты маленький и можешь погибнуть, пытаясь это сделать. Он соглашается, и она придумывает ему имя. Она называет его Туки, что означает боевой огр. Он счастлив, и у нее на лбу появляется метка. Она берет его за руку и говорит, давай постараемся изо всех сил. Когда они возвращаются, она рассказывает вождю гоблинов, как подружилась с душой. Он говорит, что ты нравишься многим людям и животным. Она отвечает, да, представляя в уме людей и животных, которых встречала. Она говорит, я люблю их всех. Свет. Он рассказывает ей, что у него был старший брат, но он умер, когда люди начали их преследовать. Она гладит его по голове и говорит, не волнуйся, теперь ты мой друг. После этого отец рыцаря Нима и вождь гоблинов отправляются в следующий город в карете. Затем отец просит вождя гоблинов рассказать, что он видел по пути, когда они покидали свой лес. Тот отвечает, по дороге мы видели 3 высокие горы и очень бурную реку. Отец рыцаря отмечает это на карте и благодарит его. Он также отметил другие места, где, по словам людей, видели монстров. Он предполагает, что внезапное появление монстров действительно может быть вызвано людьми. Хотя он не уверен, но он это выяснит. Он поворачивается к Ниме и говорит, я вернусь домой после этого путешествия. Она разочарована, но он добавляет, Ральф будет меня представлять. Она счастлива. Отец говорит, что они встретятся в следующем городе. Наконец они добрались до города, и жители их встретили. Пока они разговаривали, Нима ушла, никому ничего не сказав. Она увидела здание гильдии искателей приключений и решила зайти туда вместе с лидером гоблинов. Он открыл дверь, и они вошли. Их встретила женщина, и когда она увидела лидера гоблинов, то сказала, что зверолюдям сюда нельзя. Она была удивлена, когда он назвал Ниму миледи. Затем она спросила, не хочет ли он осмотреть зал. Она никогда раньше не видела такого. Женщина согласилась показать им зал. Она представилась Бель. Нима ответила, что ее зовут Нима. Она также сказала, что ее лидера зовут Шинки. Она отвела их в приемную и объяснила, что здесь они получают задания от гильдии, потому что здесь есть магия, которая не позволяет искателям приключений подслушивать друг друга. Поскольку несколько искателей приключений могут взяться за одно задание, некоторые притворяются, что уже выполнили его, чтобы получить награду. Поэтому в гильдии это прекратили с помощью магии. Она считает, что это хорошо. В этот момент один мужчина встал и закричал. Он спросил у сотрудника гильдии, почему искателю приключений платят в 3 раза больше за убийство гоблинов. Затем он рассказал, что мэр повысил плату, потому что его сын возьмется за это задание. Он также обвинил мэра в том, что тот присваивает деньги, предназначенные для людей. Нима спросила Бель, кто этот человек, и та ответила, что это Хелран, городской бухгалтер. Он хорошо выполняет свою работу, но всегда жалуется на мэра. Она предположила, что в городе не борются с правонарушениями должным образом. Когда Бель сказала, что бухгалтер из дворца, Нима спустилась вниз, чтобы встретиться с ним. Пока он продолжает спорить, Нима достает блокнот и говорит, «Вы можете рассказать мне больше о мэре?» Он отвечает, «У меня нет времени на детей». Она разочарованно говорит, «Я просто хочу помочь». Бухгалтер наклоняется к ней и спрашивает, «Как ты хочешь помочь?» Она убегает и говорит, «Мой папа премьер-министр страны. Я могу помочь вам рассказать ему о мэре. Все будут в шоке, когда узнают». Ей приносят чашку кофе. Председатель извиняется за свою грубость. Она просит его рассказать ей больше о мэре города. Он говорит, что она еще ребенок и ничего не понимает. Она улыбается и говорит, «Я приехала сюда с папой, чтобы посмотреть на город». Тогда он начинает рассказывать. Правда в том, что на город нападают монстры, но в нашем городе их мало. Однако мэр говорит, что их много, поэтому он может получить много денег от короля. Она удивляется и спрашивает, знает ли об этом рыцарь. Он отвечает, «Мы звонили им, но они были заняты другими делами». Она спрашивает, «Вы можете поклясться своим именем в доказательство?» Он встает и говорит «да». Она спрашивает, «Чем заняты рыцари, когда вы им звонили?» Он отвечает, «Где-то в городе появились сообщения о том, что опасные монстры, называемые кобальдами, нападают на людей, поэтому они заняты борьбой с монстрами». Услышав это, Нима представляет, что у них будет лидер, и тогда она сможет с ними поговорить. Затем она просит бухгалтера пойти с ней к ее отцу. Она просит лидера гоблинов поговорить с гоблинами в городе, чтобы они присоединились к нему.
Он соглашается пойти. Затем она подходит к окну, чтобы позвать свою птицу, которая тоже летит за ней. Она дает ей письмо для отца, чтобы она передала его по дороге, и говорит: обязательно передай его отцу, когда придешь в дом мэра. Белла предлагает проводить ее до дома мэра. Нима соглашается. Они идут через весь город, и по дороге Белла рассказывает ей, что мэр занимает свой пост уже 15 лет. Бухгалтер говорит, что он начал воровать деньги 5 лет назад. Белла спрашивает, откуда он это знает, и он отвечает, что проверил старые записи и обнаружил ошибки в расчетах. Она впечатлена тем, что он так хорошо выполняет свою работу. Они приходят в дом мэра, где их уже ждут отец и рыцари. Отец явно сердится, что она ушла, не предупредив его. Она говорит: прости, что я тебя напугала. Я пошла в зал искателей приключений. Отец все еще сердится и говорит, что она поступила неправильно. Ей стыдно, что она так рассердила отца. Она признается, что мешала отцу работать в городе. Она даже ушла, не взяв с собой охрану, и это могло бы создать для них проблемы. Ей так стыдно, что она плачет. Неожиданно появляется ее брат и уносит ее. Хотя она рада видеть брата, она продолжает плакать. Кто-то грубо вытирает ей слезы. Оказывается, это принц. Она потрясена, увидев его. Отец и рыцари кланяются, приветствуя принца. Он просит их встать. Отец спрашивает, зачем он пришел, и принц отвечает, что он пришел по делу, а потом решил поиграть с Нимой, когда ее брат сказал, что она с вами. Отец поворачивается к Ниме и спрашивает, кто эти люди с тобой. Она представляет их как городского бухгалтера и Беллу из зала искателей приключений. Они пришли к вам. Отец спрашивает, зачем. Бухгалтер отвечает: я хочу рассказать вам о мэре города, который ворует деньги у горожан. Папа в шоке. Говорит: давайте поговорим в доме мэра, и тот радостно их встречает. Папа говорит, указывая на бухгалтера и Белл: вы украли деньги у города. Это правда? И он смог доказать, что мэр ошибался. Мэр пытается оправдаться, но папа кричит на него, чтобы он замолчал. Затем его арестовывает гильдия искателей приключений. Белл благодарит папу, когда его уводят. Теперь Нима может обнять Ларса и повеселиться с Ральфом и Уиллом. В доме мэра папа благодарит всех, особенно бухгалтера, за то, что тот разоблачил мэра. Он спрашивает его: ты будешь работать со мной во дворце? Бухгалтер отвечает: нет. Тогда Нима говорит: вы с Беллой можете работать на меня. Им любопытно, и папа объясняет, что Нима разрабатывает план, который немного рискованный. Чтобы я мог объяснить подробнее, вы все должны поклясться своими именами. Принц первым произносит клятву: я никому не скажу. Затем все клянутся. Папа объясняет им план Немы, как заставить всех монстров жить в одном месте. Она нервничает, ожидая их ответа. Принц говорит, что это хорошая идея. Ее брат впечатлен тем, что даже монстры ее слушают. Папа назначает его ответственным за план, и тот с радостью соглашается. Принц тоже предлагает ей помочь, но папа говорит, что он, возможно, занят. Он говорит: я могу помочь, пока буду работать. Белл и бухгалтер тоже соглашаются работать с ней. В этот момент она слышит звук и понимает, что лидер гоблинов вернулся. Он входит и сообщает, что городские гоблины согласились присоединиться к нему. Нима знакомит своего брата с лидером гоблинов, рассказывая, что раньше он был монстром, но потом эволюционировал. Брат напуган, но папа говорит, что теперь он телохранитель Немы. Лидер гоблинов рассказывает Неме больше. Он говорит, что городскими гоблинами управляет гигантский гоблин, похожий на него. Сначала они отказываются присоединиться к нему, но он сражается с ними и побеждает. И теперь они его слуги. Светлячки Немы ведут их в пещеру, где живут гоблины. Она спрашивает папу, смогут ли рыцари победить кобольдов. Но предводитель рыцарей говорит, что кобольдов много и они очень сильны. А еще ими руководит очень опасный монстр по имени Оборотень. Он объясняет, что они обратились за помощью в гильдию искателей приключений и вместе с ними отправятся сражаться с кобальдами. Она спрашивает, кто будет главным. Он отвечает, что, как он слышал, это региональный командир, который раньше работал в центральном штабе, а потом его попросили работать в городе. Папа спрашивает, кто назначил регионального командира, и Белл предлагает проверить гильдию искателей приключений, чтобы узнать, кто его выбрал. Принц удивляется, зачем ей это, и понимает, что гильдия искателей приключений может шпионить друг за другом, и это может раскрыть их план. Но его брат уверяет, что все будет хорошо, потому что король всегда поможет. Тогда папа предлагает назвать имя их врага, которое знают только они. Он говорит: давайте назовем их рунахаками. Папа говорит Ночи: я завтра вернусь домой, а мой сын Ральф продолжит исследовать город. Присмотри за ним и за остальными. Они обещают, что так и сделают. Нима тронута и благодарит их. Она спрашивает отца, можно ли ей пойти с ними сражаться с кобальдами. Он отвечает: я знаю, что не могу тебя остановить. Иди спать. Она бежит к Ларсу и говорит: давай спать вместе. Ее брат говорит: нет, иди спать со мной. Но она отказывается и говорит: я буду спать с вождем гоблинов. Они притворяются, что им нужно что-то спросить у вождя гоблинов. В комнате она достает паучка и кладет его на Ларса. Она надеется, что ночью они пойдут сражаться с кобальдами. На следующий день принц, Нима и ее брат идут в город, где нападают кобальды. Принц предлагает назвать план Немы по-другому. Ее брат говорит: давайте назовем это операцией «Поладить с монстром». Но принц говорит, что это слишком длинно. Затем он просит принца предложить название, и тот говорит: проект Шаянны. Шаянна означает «сила и мужество», потому что он видит, что бог помогает Нима. Нима отрицает, говоря, что нет, не помогает. Принц упоминает Ларса, Саула, вождя гоблинов и паучка, который ей нравится. И это потому, что бог привел их к ней. Она говорит, что бог любит всех, а не только меня. Принц соглашается, говоря, что, возможно, он любит нас, потому что мы родились в королевской семье. Между тем она думает, что он нравится
нравится Богу больше, потому что он дал ему Ларса. Дома сестра Нима злится, что отец не вернулся домой с Нима. Он говорит ей, что Ральф и остальные с ней. Однако мама знает, что Нима не пришла, потому что что-то задумала. Папа удивлен, что она знает. Папа рассказывает им о плане Нима. Сестра раздраженно говорит, что те, кто использует монстра для нападения на людей, должны быть наказаны. Мама говорит, что она становится похожа на папу, когда злится. Тем временем план Немы ее впечатлил, и она предлагает собрать авантюристов, которые будут тренироваться в районе, где обитают монстры. Затем она говорит отцу, что хотела бы встретиться с Немой. Папа отвечает, что у Немы уже есть помощники. Мама предлагает нанять телохранителей из гильдии авантюристов, потому что она получила письмо. Скоро к ним приедет дядя Филипп. Папа говорит, что Филипп был авантюристом и научил его сражаться, когда сам был авантюристом. Он говорит, что научит Карну сражаться с монстрами. Карна не спорит, потому что думает, что папа хочет, чтобы она могла защитить себя, когда нападет враг. Она соглашается, чтобы стать сильнее и защитить Нему. Когда Нима и остальные приезжают в город, на людей нападают кобальды. Брат говорит ей быть осторожной, потому что там может быть опасно, а ночной стражник рассказывает стражникам у ворот о прибытии гостей. Стражники пропускают их в город. Ночной стражник говорит, что капитан хочет встретиться с принцем. Он уходит с Ральфом. Капитан стражи представляется как Дилан. Он говорит, что на город нападают опасные монстры, поэтому они не могут остаться. Ральф говорит, что его отец, премьер-министр, отправил его проверить этот город, поэтому он проводит их к лорду-наместнику. Принц и Ральф рады, что капитан сразу им поверил. Затем они встречаются с лордом-наместником в его доме. Нима удивляется, кто этот старик рядом с лордом. Тогда лорд-наместник говорит, что рыцари не смогли победить кобольдов в их городе. Поэтому они обратились в гильдию искателей приключений за помощью и сказали, что уйдут, как только прибудет отряд Красной Лады. Нима думает, что отряд может быть сильным, но нервничает, потому что отряд может уничтожить кобольдов до того, как она с ними встретится. Поэтому она спрашивает, можно ли ей осмотреть город. Ее брат поддерживает ее, говоря, что нам нужно осмотреться. Принц тоже говорит, что королевские рыцари защитят нас, поэтому лорд разрешает нам пойти. В центре города, когда они идут по улице, они видят нескольких детей, которые выглядят беспомощными, и удивляются, почему им никто не помогает. В этот момент Нима слышит какой-то звук. Рыцари бегут туда, откуда доносится звук, чтобы проверить. Нима и лидер гоблинов следуют за ними. Они видят еще одного ребенка, который стоит рядом, и рыцарь спрашивает, что они делают. Тут они видят собаку, которую они ранили, и Нима спрашивает, почему они ее избили. Один мальчик говорит, что его отец говорит, что все собаки враги, поэтому мы избили собаку. Она говорит, что они поступили неправильно, но мальчик говорит, чтобы она заткнулась, и пытается ударить Ниму, но рыцари хватают его за руки. Нима говорит ему, что было бы лучше, если бы он защищал слабого пса, а не бил его. Нима берет собаку на руки и жалеет, что она так сильно ранена. Он спрашивает, пытается ли мальчик защитить других детей. Тот отвечает, что ты знаешь. Нима говорит ему, что если он будет поступать правильно и станет сильным, как рыцари, то сможет защитить то, что для него важно. Мальчик тронут, затем говорит, я Билгар, сын искателя приключений. Я хочу быть сильной, как мой папа, чтобы защищать всех. Нима говорит, что она будет помнить его. Ее брат использовал свою магию исцеления, чтобы вылечить собаку. Собака ожила и лизнула Ниму в щеку. Нима спрашивает у собаки, где ее мама, и та бежит в сторону леса. Тогда предводитель гоблинов говорит ей, что это не собака, а маленький кобольд. Все в шоке, что он не причинил Ниме вреда. Принц говорит, что если она вернет его матери, то кобальды нападут на нее. Нима уверяет маленького кобольда, что все будет хорошо. Затем она говорит, что пора идти, потому что с ними Ларс, священный зверь. Кобальды не нападут сразу. Ее идея всех впечатлила. Группа Немо идет по улице. Потом бухгалтер говорит, что уже полдень, но они не слышали звона колокола, как положено по закону. Он говорит, что у него такое чувство, будто город что-то скрывает, хотя он не знает, что именно. Нима спрашивает, хочет ли он это выяснить. Он отвечает, что да, и она просит его остаться в городе и сообщить ей, если что-то случится. Она оставляет с ним нескольких духов ветра на случай чрезвычайной ситуации. После этого они увидели, как дети бьют маленького кобольда и решили поискать, где прячутся кобальды. Тем временем Нима уже устала. Ей кажется, что дорога становится длиннее, но она снова радуется, видя, как маленький паук и кобольд играют вместе. Маленькие монстры так быстро бегают, что Нима чуть не падает, но предводитель гоблинов быстро подхватывает ее. Вдруг они слышат какой-то звук, и ночная отправляется на поиски. Они все в шоке, когда понимают, что звук издает слизь. Нима думает, что это, наверное, какой-то известный монстр. Затем она говорит, я хочу потрогать его. Лидер гоблинов слышит слизь и говорит, что она просит о помощи. Ее родители впереди, и она хочет, чтобы они спасли ее. Нима нервничает, но ее братья говорят, следуй за своим сердцем, мы тебя защитим. Нима просит слизь отвезти их к ее родителям, и они идут за ней. Рыцари говорят, что впереди может быть опасно, поэтому они идут быстрее остальных.
Они в шоке, когда видят огромную слизь, которую они принимают за родителя слизи. Ночной лидер говорит, что видит ее впервые. Другой рыцарь говорит, что это большая слизь, которая производит маленьких. Нима думает, что разноцветные штуки на огромной слизи — это маленькие слизняки. Слизь начинает двигаться, и Нима говорит ей: «Не двигайся, здесь небезопасно». Лидер гоблинов говорит, что она не может двигаться, потому что скоро родит. Принц добавляет, что после родов она снова не сможет двигаться. Но если она не родит, если она будет жить в ком-то, Нима боится и спрашивает, не съест ли она этого человека. Лидер гоблинов говорит, что если она полюбит человека, то не съест его. Нима с любопытством спрашивает огромную слизь, кто из них ей нравится. Лидер гоблинов, который слышит ее, говорит, что ей нравится Нима. Она спрашивает, нравится ли слизь лидеру гоблинов. Он отвечает, что нет. Затем он объясняет ей, что слизь будет есть все, что ест она. И поэтому ей не нужно ходить в туалет. То есть все питательные вещества будут поступать в слизь. Принц говорит, что защита слизью — это хорошо, потому что тело слизи не пострадает от атаки или магии. Она спрашивает огромную слизь: «Тебе будет хорошо, если ты будешь жить во мне?» И она отвечает: «Да, мне будет хорошо». И называет огромную слизь Шизуку. После этого появляется свет и метка на слизи. Она подходит ближе, чтобы потрогать ее. В этот момент огромная слизь попадает в рот Немы, и она проглатывает ее, удивляясь этому. Она говорит: «Я чувствую, что слизь внутри меня живая». Маленькая слизь начинает прыгать, и принц спрашивает, что они собираются с ней делать. Огромная слизь в теле Немы говорит ей, что маленькая слизь станет следующей родительской слизью. Поэтому Нема решает оставить ее. Она тоже называет маленькую слизь Хаку. Появляется свет и метка на ней. Она берет ее на руки, чтобы погладить, но принц забирает слизь у нее и гладит ее вместо этого. Однажды ночью Нема говорит, что им нужно уйти, пока не появился кобальд. Нема поворачивается к маленькому кобальду и говорит: «Не волнуйся, мы найдем остальных кобальдов». Затем она говорит: «Пойдемте, ребята». В лесу Нема говорит: «Что-то странное происходит». Принц соглашается. Да, как будто они уже давно идут по одному и тому же пути, но не чувствуют никакой магии вокруг. Принц спрашивает святого зверя, чувствует ли он что-нибудь. Он говорит им, что Ларс сказал, что не все происходит с помощью магии или духов. Божья сила тоже может влиять на происходящее. Она шепчет что-то на ухо святому зверю, и духи насекомых начинают двигаться. Принц спрашивает Ниму, почему духи так себя ведут. Она говорит, что это может быть из-за чего-то странного в лесу, но они должны просто следовать за святым зверем. Она просит гоблина-лидера остаться с маленьким пауком. Они следуют за святым зверем и духами насекомых. Нима напоминает принцу о том, что он когда-то читал ей. Она говорит, что этот человек может знать о кобальдах. В глубине леса есть святилище, куда могут войти только те, кому это позволено. Нима удивляется, когда видит это святилище. В воспоминаниях принц читает ей в книге о том, что некоторые животные давным-давно превратились в существ, которые могут защищать территорию с помощью особых способностей. Теперь этих животных называют хранителями. Нима спрашивает священное животное, может ли она подойти к дереву, и оно отвечает, что да, но брат говорит ей быть осторожной. Она благодарит его за то, что он всегда позволяет ей делать то, что она хочет. Затем она подходит к дереву и приветствует хранителя леса, говоря: «Меня зовут Нима. Извините, что побеспокоила вас». Хранитель отвечает, и она в шоке. Кто-то говорит из дерева. Он говорит, что в вашей группе много особенных людей, животных и монстров. «Кто ты?» Она думает, что сказать. Она говорит: «Я Нима». Он смеется. «Какой странный ребенок. Что тебе от меня нужно?» Нима берет на руки маленького кобальда и говорит, что они ищут убежище кобальдов, чтобы вернуть его матери. Хранитель смеется и говорит, что сожалеет, но не может сказать. Она спрашивает, почему. Он отвечает, что люди преследуют кобальдов, и это был плохой кобальд. «Я пожалел их и решил спрятать в лесу от людей». Нима извиняется за людей и просит хранителя рассказать им, потому что им тоже есть что сказать кобальдам. Она говорит, что они хотят переселить их в другое место, потому что лорд города хочет их уничтожить, и это может подвергнуть опасности вас, хранителей и других животных. Хранитель соглашается, что не может держать их вечно. Нима пообещала сделать все возможное, чтобы помочь им. Страж сказал, что покажет ей, где прячутся кобальды, но предупредил, чтобы она его не обманывала. Наступила темнота, и страж ушел. Он сказал, что если она его обманет, он ее убьет. Нима сказала, что, возможно, не сможет спасти всех, но поклялась своим именем, что сделает все возможное. Снова появился свет, и часть леса открылась. Страж попросил ее войти, и она поблагодарила его. Он сказал, что жуки-призраки укажут им путь, и велел Ниме прийти к нему снова. В этот момент Нима сказала, что, возможно, ей будет трудно прокормить монстра, как сказал страж. Он спросил у гоблинов, что они едят. Они ответили, что едят все. Ее брат сказал, что кобальды тоже едят все. Малыш-кобальд запаниковал, и его птица закричала в небе. Жук бросился на Ниму, но ее птица подлетела и убила жука. Все испугались, и ее брат сказал: «Это жук-монстр. Святой зверь, используй магию, чтобы разорвать жука на части». Гоблин-вождь сказал, что они могут его съесть. Он поджарил его, и все с удивлением смотрели, как он ест, а потом дал святому зверю большой кусок и Ноксу. Он спросил Ниму: если она будет есть, то должна попробовать, потому что огромный слизняк внутри нее не позволит ей пострадать. Попробовав, она сказала, что на вкус это как рыба, и хотела бы выпить чего-нибудь. Она дала кусочек малышу-пауку, принц тоже съел его и сказал, что это вкусно. Все поели. Принц спросил, какой у него вкус, и Ральф сказал, что он неплох.
Нима сказала святому зверю, чтобы он охотился на всех жуков-монстров, которых увидит. И рыцари тоже. Предводительница рыцарей спрашивает, зачем, и она отвечает, что хочет отдать их кобальдам. Затем священный зверь, рыцари и Нокс начинают охотиться на жуков-монстров. Через мгновение они продолжают свой путь по лесу. В этот момент малыш-монстр начинает улыбаться, и Нима удивляется, почему они остановились и смотрят вперед, а там на них смотрят красноглазые монстры. Несмотря на волнение, Нима говорит им, что лесной страж разрешил нам пройти, и мы пришли к вам, чтобы увидеть вашего лидера. Но предводительница гоблинов говорит ей, что кобальды не доверяют нам. Нима говорит, что принесла им мясо. Предводительница гоблинов передает слова кобальдов, что они поговорят со своим лидером и тогда решат, что делать. Священный зверь поднимает ее в воздух, и она удивляется, когда видит кобальдов в их доме и говорит, что это место похоже на рай. Я обязательно должна включить кобальдов в свой план. Священный зверь приземляется в их доме, и появляется их лидер, спрашивая, что им нужно. Нима сначала восхищается ее внешностью, говоря, что она красивая. Затем она приветствует ее и говорит, что они пришли вернуть малыша Кобольда, которого нашли в городе. Предводительница Кобольдов спрашивает малыша Кобольда, зачем он пошел в город. Она сердится, но Нима просит ее успокоиться. Она спрыгивает со священного зверя и говорит, что принесла мясо, давайте поедим вместе. А потом мы поговорим, и она улыбнется, чтобы они ей поверили. В доме Кобольдов рыцари делятся мясом с кобальдами. Малыш Кобольд тоже вернулся к своей маме, а Нима осталась с предводительницей Кобольдов Сесилией. Она недружелюбно настроена к Ниме, потому что люди прогнали Кобольдов из их дома. Они напали и убили многих из них. Нима жалеет Кобольдов. Затем она говорит предводителю Кобольдов, что скоро прибудет отряд, чтобы их уничтожить, поэтому им нужно покинуть лес. Она отвечает, что звезды предсказали их приход, потому что у нее есть дар предвидения. Она говорит, что они останутся и будут сражаться с людьми. Нима отвечает, что у нее есть план, как заставить людей и монстров жить в мире, а не воевать. Она говорит, что нет, мы не хотим. Люди уже причинили нам боль. Мы не хотим им доверять. Нима разочарована. В этот момент ее брат машет ей рукой и говорит, что пора идти домой. Она говорит предводителю Кобольдов, что придет завтра. Вдруг она видит, что рядом со звездой Кобольдов на небе появляется звезда Спасителя. И она задается вопросом, не относится ли звезда Спасителя к Ниме. К ней подходит старый Кобольд, и она спрашивает его, может ли Нима быть их спасителем. В гостинице, где остановились Ральф и остальные, он получает письмо от отца, в котором говорится, что их сестра скоро к ним присоединится. Тем временем принц получил разрешение от короля проверить город, и королевские рыцари должны подчиняться его приказам. С помощью этого он может их арестовать. Принц говорит, что король хочет, чтобы они арестовали любого рыцаря, который попытается нас остановить. Нима думает, что это должно быть ее отец попросил принца. Нима рада, что принц теперь тоже останется с ними в городе. Затем Ральф вспоминает о бухгалтере и думает, что с ним случилось. Принц использует духовных жуков, чтобы узнать, где он, и видит, что он прячется в гостинице. Он говорит, что с бухгалтером все в порядке. Затем Нима говорит, что они пойдут в лес к кобальдам. Когда они приходят туда, она говорит, я принесла всем еды. Несколько маленьких кобальдов собрались вокруг еды. Их предводительница удивлена, что она снова пришла, и шокирована, когда видит на ней паука и слизь. Нима говорит, смотри, там лидер гоблинов, я помогаю им всем. Предводительница кобальдов грустит. Она спрашивает, они с тобой из-за плана, о котором ты мне рассказывала? Ниме любопытно, и она спрашивает, не хочет ли она присоединиться к ней сейчас. Затем она говорит, я знаю, что люди причиняли тебе боль раньше, но я хочу помочь тебе. Она вспоминает звезду-спасительницу, которую видела, но все равно говорит нет. Я хочу защищать кобальдов и свою младшую сестру. Она рассказывает, что они с сестрой остались одни в семье, остальных убили люди. Затем она плачет. Нима дает ей слизь, чтобы она успокоилась. Ей это нравится, и она говорит, теперь я спокойна. Она спрашивает, мы можем спасти всех кобальдов? Нима отвечает, это будет трудно, но я постараюсь. Она говорит, ну расскажи мне подробнее о своем плане. Они садятся рядом, и она объясняет, я хочу собрать всех монстров, которые потеряли свои дома, в одном месте. Я просто хочу спасти всех, кто в беде. Наконец, предводительница кобальдов соглашается присоединиться к ней, говоря, я верю тебе. Она встает и говорит, давай я позову других лидеров. Нима спрашивает, есть ли у кобальдов разные способности. Появляется белый кобальд и благодарит ее за спасение маленького кобальда. Он говорит, я Ханли из семьи целителей. Она удивлена, что у него есть имя, и говорит, я назвала того гоблина, и теперь я его хозяйка. Белый кобальд удивлен и спрашивает, как маленький ребенок может быть хозяином гоблина? Она игнорирует его вопрос и говорит, расскажи мне побольше о кобальдах. Затем он начинает рассказывать. Есть два вида кобальдов — боевые и мирные. Боевые кобальды могут сражаться, а мирные кобальды производят полезные вещи. Нима спрашивает, почему одни кобальды ходят на 4 лапах, а другие на 2. Он отвечает, взрослые кобальды ходят на 2 лапах, а детеныши на 4, потому что они еще маленькие и слабые. Нима не слушает его и прикасается к нему, обнимает его. Он говорит, отпусти меня, но Нима отказывается, говоря, ты такой мягкий. Ее брат подходит к ней, и она говорит, давай сделаем что-нибудь такое же мягкое, как этот белый кобальд, с помощью твоей магии. Ее брат прикасается к нему, и он удивляется, какой он мягкий. Принц тоже прикасается к нему, и ему это нравится. Принц говорит, давай подстрижем его, но он отказывается. Нима продолжает обнимать его. Затем приходит лидер кобальдов и говорит, я собрал других лидеров кобальдов. Затем Нима рассказывает им о своем плане. Она говорит, нам еще предстоит найти место для всех монстров, но пока вы можете жить с гоблинами в пещере. Лидерам нравится идея, что у них будут равные права с людьми и что они смогут работать, когда мы доберемся туда. Нима спрашивает, согласны ли они с планом,
и они отвечают утвердительно. Она говорит: «Теперь давайте найдем способ остановить группу, которая собирается напасть на кобольдов». Один кобольд говорит, что у них не будет времени убежать, потому что они уже близко. Она предлагает притвориться, что они идут в город, а потом изменить направление и бежать. Это поможет им сбить группу с толку, и поскольку они могут очень быстро бегать, им будет легко скрыться. Кобольды-вожди беспокоятся, что многие из них могут погибнуть. И тут появляется девушка и говорит: «Не дайте себя обмануть». Кобольд-вождь спрашивает: «Что ты здесь делаешь, сестра?» Нима удивляется, услышав, что она ее сестра, и рассказывает ей о себе, но та выглядит иначе. Она спрашивает: «Она не кобольд?» Кобольд-вождь отвечает: «Она человек из семьи волков. Я удочерил ее, когда ее бросили». Она подходит ближе и спрашивает, почему та думает, что может их обмануть. Она говорит, что люди недобры. Кобольд говорит: «Еда, которую она принесла, была просто для того, чтобы обмануть нас». Кобольд-вождь просит их помолчать. Нима говорит: «Я знаю, что некоторые люди недобры, но мы пришли помочь вам. Или у тебя есть способ спасти кобольдов?» Она отвечает: «Я не знаю, потому что они ничего мне не рассказывали, когда я была ребенком, но они рассказали тебе, чужому ребенку, все о нас». Кобольд-вождь хочет остановить ее, но она говорит: «Пусть она выскажется». Затем она говорит: «Я тоже могу сражаться. Я хочу сделать что-нибудь для других кобольдов». Она плачет, а Нима гладит ее по голове и спрашивает: «Ты хочешь присоединиться ко мне?» Она удивлена ее вопросом, но не отвечает. Нима говорит: «Не волнуйся, с тобой ничего не случится». Девушка-волк думает об этом и решает погладить ее по голове. Потом спрашивает: «Смогу ли я помочь своей сестре, если присоединюсь к вам?» Нима отвечает: «Да». Тогда ее сестра говорит ей: «Эта девушка наша спасительница, так что оставайся с ней и защищай ее». Девушка-волк с радостью соглашается, но Нима смущена тем, что она называет ее спасительницей. Затем предводительница рассказывает, что звезда сказала ей, что она их спасительница. Нима спрашивает: «А как же мой брат и принц?» Звезда отвечает, что если бы их не было здесь, они бы сдались. Брат и принц соглашаются, что это правда. Затем они продолжают обсуждать, как кобальды смогут сбежать от группы нападающих. Нима просит Ральфа использовать магию, чтобы узнать, что делает группа, чтобы избежать гибели многих кобольдов, и он соглашается. Затем все готовятся к отъезду. Предводительница кобольдов приказывает им сделать летательные аппараты, которые они смогут использовать, в зависимости от способностей каждой семьи. Нима идет искать своего брата и видит, что они разговаривают. За ее спиной появляется кобольд и говорит, что 5-6 кобольдов отправятся туда, где находится группа нападающих, и сообщат, если что-то случится. Он рассказывает, что спасенный ею малыш — 12-й ребенок в его семье. Она удивляется, что у них такая большая семья. Принц и Ральф заканчивают разговор, после чего говорят Ниме, что 2 малышей-кобольдов отправятся к группе нападающих в качестве посыльных. Пока они решают вернуться в город, она просит малышей-кобольдов сообщить рыцарям, если что-то случится. Пока Нокс будет докладывать ее брату, несколько рыцарей тоже переоденутся и будут следить за группой нападающих. Затем принц говорит, что они пойдут к городским рыцарям. Когда они приходят, то здороваются с принцем. Затем он спрашивает, руководит ли рыцарь-командир группой нападающих. Тот отвечает утвердительно, и принц говорит, что у него есть, что сказать по этому поводу. Тем временем Нима находит среди рыцарей щитовода и просит его прийти к ней вечером. Когда Ральф говорит командиру рыцарей, что хочет пойти с ними, тот отвечает, что это опасно и что они не смогут его защитить. Нима говорит, что он может помочь только с лечением раненых. Ральф удивляется и говорит, что если они дадут ему 2 охранников, то он пойдет с ними. 2 рыцаря соглашаются пойти с ним. В этот момент входит другой рыцарь и что-то шепчет ему на ухо. Он встает и говорит, что у него срочное дело. Лидер гоблинов видит, что дело срочное, и использует магию духа. Они решают пойти проверить. Нима в шоке, когда видит раненых рыцарей. Они серьезно ранены. 3 целителя пытаются вылечить их магией. Ральф говорит, что 3 целителей недостаточно, и решает присоединиться к ним. Нима удивляется, почему раны выглядят так плохо. Принц говорит, что на них напал опасный зверь и использовал магию ветра. Ральф подходит и говорит, что хочет помочь. Она молится, чтобы магия ее брата исцелила их, и он активирует свою магию. Раны рыцарей заживают. Ральф счастлив. Принц спрашивает, знают ли они, кто нанес раны. Один из рыцарей говорит, что это был мастер зверей. Принц говорит, что они должны остановить преступников, таких как мастер зверей, которые притворяются искателями приключений. Ночью в гостинице Нима идет в свою комнату, чувствуя усталость. Она хочет пожелать Ральфу спокойной ночи, но видит бухгалтера. Он здоровается с ней, и она спрашивает, все ли с ним в порядке. Он отвечает, что да. Она спрашивает, почему он был с рыцарями. Он говорит, что пытался узнать секреты, которые есть у рыцарей и искателей приключений. Когда он пришел к рыцарям, то соврал, что когда-то был искателем приключений, и ему нужна работа. Они дали ему должность писаря, и теперь он пытается найти нарушения среди рыцарей. Он выяснил, что командир рыцарей берет взятки у искателей приключений и предоставляет ложные отчеты, чтобы они могли получить больше денег от гильдии, хотя у него пока нет доказательств. Принц говорит, что нужны улики, и он обещает их найти. Принц говорит, что это может быть сложно, так как рыцари все больше коррумпируются. Затем ему приходит в голову идея. Он говорит, что рыцари заказывают снаряжение, так что, возможно, они смогут получить доказательства через это. Поэтому он дает ему свой меч, чтобы арестовать любого, кто виновен в этом. Нима подходит к нему и говорит, чтобы он просто собрал доказательства, а остальное оставил принцу и остальным, чтобы убедиться, что он в безопасности. Затем она просит духов защитить его. Ральф отводит ее в постель, а бухгалтер кланяется. Ральф останавливается и говорит, чтобы Нима не расстраивалась. Он обещает этого не делать. Тогда она говорит: «Бухгалтер, ты мой друг». Он улыбается
улыбается и отвечает «спасибо». Нима удивлена, потому что никогда не видела его улыбки. После этого принц говорит Ральфу, что отряд кобальдов нападет на них завтра. Ральф говорит, что Нима может расстроиться, если кобальды погибнут, и принц отвечает, что мы не можем этого избежать, потому что она спланировала это. На следующий день в доме кобальдов девочка-волк говорит маленьким кобальдам, что это их последняя встреча с группой Немы. Принц хочет, чтобы все, даже дети, присутствовали на встрече. Он говорит: «Мы хотим помочь вам добраться до безопасного места, потому что этого хочет Нима». Он рассказывает, что в отряде нападения 53 рыцаря и 2 лекаря. В то время как у искателей приключений 34 бойца и 8 целителей, Нима чувствует, что принц серьезно относится к ее плану. Что, если он не сработает? Принц звонит ей и спрашивает, есть ли у нее что сказать. Сначала Нима нервничает, но потом она собирается с духом и говорит, что это будет опасно, поэтому всем нужно подготовиться. Девушка-волк и маленькие кобальды выглядят встревоженными. Нима тоже напугана. Принц говорит ей, чтобы она не переживала. Все будут паниковать, если увидят, что их лидер боится. Нима спрашивает принца, всегда ли он спокоен в таких ситуациях. Он отвечает, что да, однажды он станет королем, поэтому должен быть таким. Но я всегда буду заранее готовиться и думать, прежде чем говорить. Нима считает, что он прав. Ей тоже нужно подготовиться, но она не знает как. Принц получает сообщение от Ральфа, что Зверолов и человек, с которым он сражался, освобождены и присоединятся к группе атакующих. Нима спрашивает, почему. Принц отвечает, что командир их отпустил. На следующий день рано утром начинается операция. Брат Немы говорит ей быть осторожной, но она все равно выглядит обеспокоенной. Она машет им рукой. 2 маленьких кобальда подходят к ней и пытаются подбодрить. Вожак кобальдов-воинов говорит, что ей не нужно волноваться, потому что они с ней. Она спрашивает, не боится ли он. Он отвечает, что он уже старый и побывал во многих опасных ситуациях. Он больше ничего не боится. Он просто хочет защищать других, и тебя тоже защитит. Мы решили довериться тебе, Нима, так что делай, что нужно. Услышав это, Нима снова чувствует себя счастливой. После этого принц сообщает кобальдам, что прибыла группа зачистки, и что зверолюд, который ранил рыцаря, был отпущен без наказания, поэтому он станет их первой целью. Волчица подходит к Нима и спрашивает, все ли с ней в порядке. Она отвечает, что да, все хорошо. Вдруг она чувствует, что группа зачистки уже близко. В этот момент группа зачистки появляется в поле зрения и направляется к дому кобальдов. Командир рыцарей приказывает рыцарям сосредоточиться на кобальдах и волчица. Авантюристы из группы зачистки говорят между собой, что с тех пор, как они вошли в лес, у них возникли трудности. Один говорит, что чувствует, будто какая-то невидимая сила мешает им, а другой говорит, что вокруг леса есть дворяне. Они не знают, что кобальды прячутся в лесу вокруг какого-то контрольно-пропускного пункта. Нима и его группа тоже готовятся к атаке. Принц говорит: «Нима, пойдем». Тем временем лидер гоблинов использует магию, чтобы создать густой туман, который мешает им видеть, давая кобальдам шанс напасть. Пока группа зачистки растеряна, некоторые кобальды атакуют их ядовитыми веществами, чтобы обездвижить и привязать к дереву. К счастью, зверолюд пойман. Нима спрашивает его, где его зверь. Внезапно зверь появляется и нападает на одного кобальда, но малыш-паук кусает его и зверолюда. Кобальд проверяет, мертв ли он, но тот просто парализован. Нима хвалит малыша-паука за помощь. Принц приказывает кобальдам приступить к следующему плану. Они бросают бревна и бревна, смешанные с лезвиями, чтобы атаковать их. Командир рыцарей приказывает рыцарям продолжать двигаться. Некоторые падают в яму со слизью на дне, и она съедает их оружие. Отряд искателей приключений пытается спасти их из ямы, используя магию центральной колонны, которая появилась из ямы вместе с рыцарями. Увидев это, Нима просит Сеула помочь им противостоять этой магии. Он появляется и говорит, что не может, потому что это может навредить кому-то из его группы. Отряд искателей приключений нападает на кобальдов и убивает некоторых из них. Пока Нима и принц наблюдают, принц говорит, что это искатели приключений из отряда. Человек-медведь из отряда искателей приключений говорит, что почувствовал присутствие людей среди кобальдов, которые им помогают. Лидер отряда искателей слышит, что говорит Нима, и спрашивает, неужели им помогает ребенок. Они задаются вопросом, что им делать дальше, потому что многие из их бойцов уже ранены. Отряд искателей приключений тоже убил нескольких кобальдов, и их лидер приказывает им продолжать сражаться. Нима удивлен, что отряд искателей приключений настолько силен. Кобальды поджигают что-то, и это шокирует искателей приключений. Они думают, что это магия огня. Лидер отряда искателей приключений просит их пока отступить. Наши противники оказались сильнее, чем мы думали. Рыцарь-командир говорит, что они только что убили половину из них. Он отвечает, что они могут убить и нас. Лидер отряда искателей приключений удивляется, почему кобальды никого из них не убили, и девушка-искатель приключений говорит, что это похоже на какой-то план. Ральф говорит командиру отряда, что никто из них не пострадал. Женщина-целительница говорит Ральфу, что они могут позаботиться только о раненых. Другая говорит, что это подозрительно, что никто из них не был убит кобальдами. Она говорит, что если среди них есть девочка-волчица, которая может использовать магию, то убить кобальдов будет сложно, потому что она будет очень сильной. Лидер отряда искателей приключений добавляет, что монстры делятся на тех, кто может эволюционировать, и на тех, кто не может. Те, кто эволюционировал, могут использовать силу, магию или скорость. Ральф просит другого целителя наложить на них защитные заклинания, что они и делают. Он просит их поклясться своими именами, что они никому не расскажут о том, что он сейчас скажет. Рыцарь-командор тоже клянется. Затем предводительница искателей приключений рассказывает, что они выяснили, что, скорее всего, участившиеся нападения монстров организованы какой-то организацией. Они потрясены. Она говорит, что они пока не выяснили, какая
какая это организация, и что теперь, когда они убили нескольких кобольдов, они могут отступить, потому что кобольды нападают только большими группами. Предводительница искателей приключений говорит, что среди кобольдов они почувствовали запах человека и услышали голос маленькой девочки. Ральф их запутал, сказав, что это мог быть кобольд или искатель приключений. И даже если люди на их стороне, им нужно действовать быстро, потому что другие рыцари все еще сражаются. Командор понимает, что кобальды не единственная угроза для их города. Ральф говорит, что могут прийти другие монстры и просит их отступить. В этот момент сверкает молния, и все вздрагивают. Они бегут туда, откуда доносится звук, и видят, что многие рыцари ранены, но кобольдов нет. Они задаются вопросом, не унесла ли их молния. Ниме становится плохо, когда она видит, как кобальды собирают убитых рыцарями кобольдов. Волчица плачет. Битва была тяжелой, и кобальды погибли, пытаясь ее спасти. Нима сожалеет о том, что сказала, что это она во всем виновата. Принц просит гоблина-лидера подготовить молнию и говорит кобальдам закрыть глаза и уши, потому что молния унесет их. Гоблин-лидер активирует молнию, и рыцари теряют сознание. Принц, группа Нема и кобальды бегут мимо них в безопасное место. Они продолжают бежать. Нема все равно выглядит грустной. Они добрались до безопасного места. Там уже были кобальды-лидеры и другие сбежавшие кобальды. Она спрашивает, где плененные искатели приключений. Принц отвечает, что мы их оставили. Когда они проснутся, то сами во всем разберутся, а Зверолова арестуют. Он добавляет, что 14 кобальдов погибли, а 11 были тяжело ранены, и целители не могут их вылечить. Кобальды плачут, говоря, что их лидер пожертвовал собой ради них. Услышав это, Нема тоже плачет, вспоминая слова лидера кобольдов-воинов. Это печальный момент для кобольдов. В этот момент Нема говорит: «Хватит плакать, мертвым это не понравится». Один кобольд злится и говорит: «Это твоя вина, Нема». Она признает, что это ее вина, но говорит, что плакать неправильно. Один кобольд спрашивает: «Ты не хочешь, чтобы мы оплакивали их?» Она отвечает: «Нет, я просто хочу, чтобы вы перестали жалеть себя. Те, кто умер, хотят, чтобы вы выжили и улыбались. Поэтому вам нужно быть сильными, чтобы они не испытывали к вам неприязни. Вы можете винить меня сколько хотите, но я буду сильной, как они». Все молчат. Нема в отчаянии вспоминает, как лидер гоблинов называет ее хозяйкой и понимает, что должна защищать их. Она выбрала путь лидера, который сложен, когда твоими последователями являются монстры. Но она полна решимости защищать остальных кобольдов, чтобы погибшие кобальды не зря отдали свои жизни. Девушка-волк говорит, что тоже станет сильнее, и Нема удивляется. Она добавляет, что будет защищать кобольдов и Нему. Лидер кобольдов говорит, что Нема права. Кобальды смотрят на своего лидера, когда она говорит, а потом она подходит ближе и кланяется Неме, говоря: «Пожалуйста, веди нас к миру. Звезды говорят мне, что ты наш спаситель. Эти звезды всегда помогали нам в трудные времена, так что если они говорят нам следовать за тобой, мы так и сделаем». Нема отвечает, что если дорога будет трудной, то что тогда? Она встает и говорит: «Я верю в звезды, Нема». Она спрашивает других кобольдов, согласны ли они с ее словами. Сначала они молчат. Затем белый кобольд выходит вперед и говорит: «Как лидер целителей, я знаю, что все живое должно умереть. И эти кобальды умрут, потому что пришло их время». Один кобольд говорит: «Я согласен», и другой, и так все кобальды. Один кобольд снова плачет. Наконец они все хором говорят: «Пожалуйста, позаботься о нас». Нема тронута. Затем кобальды хлопают в ладоши в знак благодарности Нема. Они обсуждают, куда им теперь идти, и решают отправить кобольдов на гору под названием Латима. Пока что они оставляют мертвых кобольдов на ее попечение. Принц говорит Нема, что теперь им нужно вернуться в город. Затем лидер кобольдов приводит свою сестру и говорит Нема, что она хочет остаться с ней. Она представляет, что та станет ее лучшей служанкой. Нема говорит ей: «Ты можешь жить со мной в столице и научишься всему, что нужно». Она соглашается. Затем ее сестра просит назвать ее, и это шокирует Нема. Белый кобольд говорит, что лидер кобольдов должен дать всем имена. Она говорит: «Да, но моя сестра — человек-зверь, а не монстр, и не будет привязана к ней». Волчица просит ее, и Нема придумывает ей имя. Затем она говорит: «Шипы». Волчица счастлива. Нема тоже довольна. Внезапно два кобольда прыгают на нее и лают. Она спрашивает, чего они хотят, и их лидер говорит, что они тоже хотят имя. Она говорит: «Я буду благодарна, если вы назовете их. Мне интересно посмотреть, как они растут». Затем она называет их Сига и Ракузи. И тут появляется принц и говорит: «Пойдемте». Она встает, готовая уйти. Вождь кобольдов благодарит их. Нема говорит: «Будьте осторожны. Мы скоро придем к вам снова». Она также говорит девочке-волчице, что скоро вернется за ней. Они прощаются, и она машет им в ответ, желая снова увидеть их целыми и невредимыми. В гостинице принц говорит, что они уедут завтра к полудню. Тем временем в комнате их ждет бухгалтер. Он говорит: «Я принес доказательства ночных происшествий». Он передает принцу отчет, в котором говорится, как рыцари используют и продают их, а также квитанцию о дополнительных заказах, которые так и не были найдены. Принц благодарит его и обещает, что они попросят столичных следователей провести расследование. Он говорит, что они смогут поймать кого-то еще, кроме командира. В этот момент возвращается Ральф, и она бежит к нему, чтобы обнять. Он спрашивает, все ли с ней в порядке, и она отвечает, что да. Ральф сообщает, что никто из нападавших не погиб, и они собрались на пир. Они подходят к ним. Принц и Ральф видят старого рыцаря, который говорит, что рыцари будут рады их видеть. Принц говорит, что он рад, что нападавшие смогли прогнать кобольдов. Старый рыцарь благодарит их и уходит. Принц говорит, что хочет, чтобы кто-нибудь проверил
старого рыцаря. Нима просит вождя кобольдов сделать это. Ральф говорит ей, что она должна остаться с принцем, потому что ей нужно вылечить людей. Принц соглашается. Хорошо, пойдемте посмотрим на группу приключенцев, которые участвовали в нападении. Авантюристы с удивлением смотрят на них. Затем принц говорит: «Я слышал, ты хорошо справилась с кобальдами. Спасибо тебе». Нима видит меч предводителей, вспоминает, что видела его во время битвы. Один из авантюристов подходит к ней и говорит: «Мне повезло, что я встретил священного зверя». Увидев, что он человек-медведь, она хочет прикоснуться к нему. Священный зверь дает ей пощечину. Авантюрист спрашивает, как ее зовут, и она отвечает: «Я Нима, дочь герцога». Он говорит: «Извините, если я не слишком вежлив». Она понимает, что он не привык к такому. Он спрашивает, не она ли хозяйка священного зверя. Она отвечает: «Нет, это принц. Я просто его друг». Авантюрист в шоке от услышанного и выглядит растерянным. Он говорит: «Ты странная девушка. Ладно, я пойду поем». Он спрашивает: «Нима, ты пойдешь со мной?» Она отвечает: «Да». Она идет за ним, а он думает, чтобы ему съесть. Он спрашивает, что бы она хотела поесть. Она устала идти, и авантюрист несет ее на руках. Она машет принцу и говорит: «Я хочу пойти с мистером удачей, чтобы поесть». Принц говорит: «Ты обещала Ральфу остаться со мной». Она отвечает: «Пойдемте с нами». Принц просит авантюриста, с которым он разговаривает, пойти с ним. Женщина-авантюристка говорит: «Странно, что Нима не боится его, как другие дети». Пока они идут, Нима спрашивает: «Мистер Удача, можно я потрогаю ваши уши?» Он отвечает: «Да», и она прикасается к ним, говоря: «Это приятно». Затем она видит, как несколько детей моют посуду. Один из них — тот самый мальчик, который победил кобольда в городе. Он удивлен, увидев Ниму. Он грубо говорит: «Не мешай мне работать». Нима отвечает: «Я не буду». Потом он говорит, что делает это, чтобы выжить, но когда он станет сильнее, то покажет ей. «Не забывай об этом, Нима». Она отвечает: «Да, это делает нас друзьями». Затем мужчина просит его принести еще тарелок. Ниме жаль его. Путешественник отводит ее обратно к принцу и ее брату. В этот момент к ней подбегает кто-то еще. Оказывается, это ее сестра, которая крепко обнимает ее. Ральф просит ее отпустить Ниму. Она говорит, что очень скучала по ней. Затем спрашивает: «Что ты делала без меня?» Позже она ужинает со своими питомцами. Ее сестра, кажется, беспокоится, что ее питомцы — монстры. Она говорит: «Бог действительно любит Ниму». Нима отвечает: «Может быть и так. Мне нужно больше узнать о странах и людях, потому что у меня много дел, и я не хочу беспокоить свою семью». Ее сестра впечатлена ее мудростью и снова обнимает ее. Путешественник говорит: «Если у тебя будут проблемы, позови нас. Я хороший боец». Нима отвечает: «Хорошо». Она чувствует, что он хороший парень. Она представляет себе лидера кобольдов, воинов и путешественника, которые могли бы подружиться. В гостинице, когда Нима спит, кто-то зовет ее по имени, чтобы разбудить. Она открывает глаза и видит Сола в окне. Он говорит: «Выходи, я хочу показать тебе мир». Она выходит, чтобы встретиться с ним. Сол поднимает ее в небо, и она наслаждается видом. «Мир полон прекрасных вещей», — говорит Сол, «но люди глупы, потому что не видят их». Нима соглашается, говоря: «Другие существа выглядят по-другому, просто пытаясь выжить». Она добавляет: «Мне нравится этот мир, все в нем». Клянется своим именем, что сделает все возможное, чтобы ее план сработал, и однажды в мире наступит мир, где все смогут жить вместе. На этом история заканчивается, и если вы хотите второй сезон, поставьте лайк или напишите комментарий о ваших любимых животных и поделитесь этим с друзьями, которые тоже любят домашних питомцев.